Есть, отлично. Офигеть. Класс. Не могу поднять. Черный, честно. Вот бы так рыбу чистят. Все, его вот это. Медведь так и чистит. Черви здесь местные вкусные. Салют всем рыбачкам и рыбачкам. Мы на рыбалочке. И не на простой рыбалочке, а маханули большой нашей компанией в красивую страну озер, рек, форели, хариуса, щуки и множество других вкусных и сильных рыб в Швецию. Ехали мы сюда из Латвии на пароме. Выплывали из города Вентспилс. Плыли 9 часов до города Нинесхам. Ехали мы в ночь. И уже успели съехать с парома и прокатиться почти 300 километров по шведскому автобану. Доехали до ресторанчика перекусить, покушать, отдохнуть, размяться, покормить гусей. Остановились мы здесь, потому что это, в принципе, такая последняя нормальная точка, где можно, покушать такой еды с хорошим выбором. Сейчас мы будем сворачивать и уходить уже в дикую часть. И ехать по маленькой дороге примерно 400 километров до горной местности. Рыбачить и жить мы будем там почти 10 дней, недалеко от горы Хеллок. Это самый южный ледник в Скандинавии. Жить будем практически в лесу, в домике таком, в котором живут сами местные шведы, когда ездят в отпуск. Нам удалось через коммуну найти этот домик и снять его. Перед отъездом мы, конечно же, затарились приманками, которые, по мнению специалистов, являются рабочими на этих водоемах. Конечно же, очень хочется поймать крупных хариусов, хочется поймать арктического гольца, ну и трофейную щуку, куда ж без нее. Блин, здоровенный какой, офигеть. Слушай, так у него такие огромные рога. Офигеть. Вот так вот рюмочку налил, на вилочку наколол. И так. Покажи. Офигеть, красавчик. И это похоже не подберезовики, это подосиновики. Они синеют, вон, видишь? Да. О! Вот это кажется боровик. А, да? Белый. Ой, какой бархатистый, приятный. И весит. О! Вася сказал, что, вот смотри, вот это лось. Причем смотри, вот отсюда это лось, а если ты посмотришь вот с этого ракурса, то это получается динозавр. У него там нос, здесь глаза, а это этот гребень. Точно. Только зубы почему-то у него Это не зубы, это тоже часть гребня. Гребнистый динозавр. У него брекеты стояли, видишь? Где? Ну вот, посмотри. Брекеты были. Ну на. Точно. Линия кариеса отчетливо видна. Так, что здесь у нас? Канада, Мэдденсемс. Зепниканс. Но вот нету на Зепниканс что-то.
Сколько сейчас? Градусов 13? Да. Свежо. Свежо. А в Латвии В 30. Латвии 32 сейчас. Да. Просто улетают. Слушай, ну у тебя такие маленькие мушки есть. Ну да, такие. На таких и будем пробовать, значит. Красивые приманочки, да? Не-не-не. О, Янчик уже палею поймал. Это арктический голец мягкого типа. Давай, потом созвонимся, да? Давай. Ну, вертушечки. Давай, какие. Ну, красавчики. А такая с собой у меня есть. О, какая шапочка, нифига, Да, Дима. куда? Ну померь, померь. Вот уже две, посмотри. Слышим? Офигенно. Она вот вся будет нормально, мне она будет великовата. Ну, прикольно, да? Слушай, красивая какая. Просто лось. Ты можешь сюда заходить, кому Я лось. Просто. С размера были бы еще. А вот, Дим, смотри, мушки продаются. Дима, Сейчас. Да, Сань, сейчас. Мушек масса. ой, подземка есть. Мушек всяких масса. Алкашечка. Смотри, Костян, тут и выпить сможешь, да? Вон блесны старинные, смотри. Вот катушки. Вон узлы нахлостовые, видишь? Катухи. Катухи старинные, да. Инерционные. Класс. Да. А вот и лыжи, смотри. Забрали 700 километров на север по Швеции. Поселились в деревушке, в лесу, на высоте 700 метров над уровнем моря. Мы не покупали какие-то там специальные туры на рыбалку. Мы приехали дикарями. Просто я когда-то здесь был давно проездом, когда с малым ездил кататься на лыжах в горы. Ну и видя, какое здесь количество рек и озер, договорился с пацанами, и вот мы здесь. Так, вот наш дом. Вот как он выглядит. С этой стороны. Ну так, типа не очень презентабельный, но он очень уютный. Вот там горят окошки, там спим мы с Димоном. Здесь у нас сарайка. Тут у нас коптилка, решетки, казан. Может, мы это, конечно, и зря взяли. Ну, кроме коптилки, конечно, и решетки. Что в сарае, пока не знаю. Посмотрим завтра. Надо ключ еще раз добыть. А так, ну лес, смотрите, лес. Чисто лес. Один вход у нас здесь. Заходим. Здесь у нас шмутье, ботинки, тыры-пыры, наш ящик, электричество. Так, санузел. Санузел. Бойлер, нормальный душ, умывальник, унитаз. Но общий план вот такой. Умывальник, унитаз, там душ. Ну и самое ценное, это, конечно, сауночка. У нас здесь сауночка, ребята. А это хорошо. Целый день побродивший по речке. Без сауны будет не так комфортно. Пойдемте покажу второй вход, а также небольшой экскурс по самому домику. Вот здесь можно зайти на террасу. Такая нормальная терраса. Тут у нас рыболовный шмурдяк стоит. Это нам пригодится завтра. Система отопления, кондиционирования, спутниковое ТВ. Вот такая вот в скандинавском стиле застекленный фасад. Так, ну что там у нас внутри происходит? Василий. Ты что, Вась, уже в баню собрался? Да, я поставил это пить. Так, вот первый этаж. Димон, у нас что, тут ковыряешься с приманками? Да, я уже тут половину собрал. Молодец. Могу показать. Сейчас Костян готовит. Лучок надо? Грибочки, да, Костян? Там грибочки, а тут это подливка для этого макаронов. Отлично. Так, ну кухня, холодильник. Секретарь. Вот такая вот. Фасад. Можно жалюзи открыть и смотреть на лес. Зимой можно еще и печку подтопить
Гитару взяли. Так, здесь у нас будет Янчик жить. Вот такая у него комната. Барская. Там у нас еще одна комната. Лестница на 2-й этаж. Там мы с Димоном будем отдыхать. Пойдемте посмотрим. Ну вот. Тут мы с Димоном. Тут у нас уже на балконе шмуточки чистенькие развешаны, чтобы удобно было пользоваться. По-рыбацки. Ну вот такой видок, ребята. Там озеро в лесу. Там пацаны выпивают и готовят снасти. Наливаю. Давай сейчас мы выпьем. Это компот. Давайте за Бабушкин компот. компот. Янка, спросите вы где? Янка пошел проверять тропу на озеро. Ну, Димыч, показывай, Так, ну что смотри, ты я- наковырял. Что сегодня подготовил к завтрашнему дню? Здесь у меня будет для ловли спиннингом. Ну, Здесь мэпсы, да, золото, цветные, серебро, понял. Ну, здесь короче, мопсы. желтое, белое, цветное. понтончики, Да. понтончики. И здесь я положил, блюфоксы, я смотрю, да, колебалочки. блюфоксы. Интересные такие колебалки, да, мы купили в этом магазине, да, куда заезжали. Да, Смотри, какие расцветки. хорошие. Такая вертушка. Ну, И смотри, какие нам колебалки. рекомендовали тот магазин для того, чтобы закупиться именно вот Тем, на что скандинавскую рыбалку. И расцветка, да, заметь, ну, Да. агрессивная. От Ну, зеленой кстати, до розовой. Кстати, я тебе скажу так, в этом кемпинге рыболовном там тоже было много агрессивных цветов. Такие оранжевенькие. Да. Агрессивные цвета работают, ребят, как я знаю, вроде в солнечную погоду. Смотри, Пасмурно. такая, да? В солнечную серебро работает, пасмурно желтое у нас. Да? Да, слушай, красивые. Красивые, очень. да. Смотри, Классные, классные, да? офигенные просто. Грибочки. Зелени надо было набрать. Что у нас только сухая у меня. Ну и здесь только брусничный лист для чая. Ну и добро. А ты ее водой намочи, будет мокрая. Зелень только сухая у нас. Да. Потому что зелень лучше сухая. Она легче сухая. Не в тарелке, в носу. Вилкой? Хрючево, да? Получилось. Заебуриха. У Сергея Анатольевича лагман. Он побольше грибов положил, а там больше водички. Немножко лапши, и получился лагман. У Васи, ну прям у него паста с боровиками. Да. Какой-то. Паста с боровиками, а что нет? Пармезана не хватает. Не хватает пармезана. А оливковое масло полить? Боровиков. Пармиджано. Пармиджано, риджано. Пармиджано, риджано. Съедобно? Я хочу поездку. Да. Костяныч, а знаешь, сколько на улице? 6 градусов, Димыч говорит. Ну, на самом деле, как-то это не очень холодно. Я с открытым окном спал. Так- Такой вид из окна, блин, телефон не передает. Тебя? Я ночью слышал целый дверь. Янчик, ну как, лицензии, процесс идет? А, уже готово? Покеш. Ага. Это мы купили на озеро, на котором сегодня будем ловить. Да, на весь регион.
На весь регион? Да. Отлично. Все, тогда ты готов? Да. Димыч? Ну. А ты уже в первый день будешь на хвостом Ну пробовать? да, сразу пойду, конечно. Раз есть такая возможность. Приехали. В общем-то, в регион, где ловят нахлыстом. Но через час может... Поэтому надо пробовать. Что ты за подлесок ставишь? 0,2. Ну, здесь у меня 0,3. Угу. И делаю конусность. 0,2. 0,2. И после 0,2 я поставлю еще поводочек 0,12. Угу. Думаю, здесь будет этого вполне достаточно. Но если нет, можно 0,14 поставить, если будет. Это у тебя 4 класс, да? 3-4. Да? 3-4. Янчик, на что ты сегодня? На Хариуса, как видишь. Так, что у тебя за палка? Это 40-140 грамм. 40-140 грамм тест. Да. Длина 2,70? Да, 2,40. 40, наверное, да. 2,40. И катушка покеш. Что это у нас? Абу Гарсия. Абу Гарсия. Ну тоже силовая, да? Да. И шнур 0,35, небось. Ты как хотел. На бигбейт, короче, будешь ловить Да, сегодня. да. Закроешь дом? Да. Давай, мы в машине. Пацаны, доброе утро. Погнали на озеро. Все уже ждут. Саныч, ты готов? Всегда готов. Я вам положил сбоку. Что, Димыч, нужно? Вот эту удочку положить боковую. Положи пока что так, а потом, когда заберем спиннинги, в мой чехол положишь. Когда меня будете высаживать, да? Вот шмурдяк. Ну, ты готов на крупную рыбу? Всегда готов. Ну что, все готовы? Вон, смотри, там лыжная трасса, видишь? В поселке в нашем. Какой пейзаж, ребята. Обалдеть. Короче, ребят, подъехали на одну речуху. Вот так она выглядит. Здесь мы оставляем Димыча. Он будет ловить нахлыстом, потому что этот участок реки только для нахлыста. Бидон просто огнище. А мы поедем на озеро ловить с лодок. Смотри, какая чистая вода. Ой, очень прозрачная. Я офигею, какая прозрачная. Сколько там, 1,5 метра? Да нет, видно букашек. не полтора. летают, да, мухи. А нет, Не, почему? вот там есть там 1,5. Вот точно 1,5 у камня. Видишь, он в каждом забросом увеличивает, ну, леску снимает шнур с катушки. И в конце концов он добьется того, что он сможет уже кидать под то дерево на том берегу. Как пенга. Да. И муху нужно все время вот так крутить, во-первых, для того, чтобы далеко забросить, а во-вторых, чтобы она высохла, иначе она тонет. Там у него, видишь, леска в конце стоит. Ну, хороший забросик. На нимфу, короче, переходить ему. Кинь сюда еще, вот в эту сторону, Димыч, в эти струи. Так, как там сзади? Сзади нормально. Вот, видишь, летают? Да. Вижу, есть, да. О, вот это заброс, Такие отлично. надо,
участок. Пусть она дойдет до края. Пусть, потому что ждет, даже когда она бывает подтапливает. Она все равно дрейфует. Так, Диму мы оставили. Ловить нахлост там на участке. Здесь чисто нахлостовый участок. Тут у нас есть кострища. А я потом просто быстрее сделаю. Да? Вот такой навес в лесу. Здесь будем готовить на сковороде то, что поймаем сегодня. Смотрите, как оборудованы стоянки рыбацкие. Вот туалет есть. Причем запаха вообще нету. Туалет вентилируется. Теплая крышка, такая пенопластовая. Поручни для инвалидов. В общем, думают люди о людях. Вот так это выглядит все. И внизу река, помостик. Погнали дальше. Так, ну мы заехали в фишкемп или фискемп на озеро. Сейчас Янис пошел на ресепшн. Вот туда узнает, где можно скидывать лодки и где потом припарковать машину. We have caught many 1 meter pikes. It's like going deeper. Here it's 25 meters. I think they stay out here, they go up here, stay here, and they go in and hunt and go back. So this is a good place. And also outside here, we have caught many 1 meter pikes. Here also, if you fish like here, it's rocks on the bottom. Okay. There it's more trout. And also if you go here, rocks all over, more trout and grayling. But if you go inside like here and a little bit deeper, it's more pike and whitefish. And grayling is here. Yeah, where it's rocks on the bottom. Okay. And yeah, also here. Nice. The lake is big. One of the biggest pikes is it from here. And also here is a good place. We had some guys from Czech Republic. They caught a 10 kilo pike on dry fly. Here. They were dragging a fly after the boat. Here is an area, a lot of whitefish. And the pikes, they stay, the bigger pikes stay a little bit outside, but they go inside and hunt. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Настоящий скандинавский якорь. Накачиваем лодочки. Погодка. Красота. Вот тоже на озере мангальчик стоит. Второй мангальчик, мусорник. Вот такой вот сарайка. В этой сарайке вот что, ребята. Смотрите, как круто. То есть такой сруб. И здесь очаг. Дырка в крышу. Здесь можно сидеть, видите, все остальное не закопчено, только потолок. Здесь можно сидеть, жарить рыбу. Вот такие мощные решетки. Кладете, дым весь туда. Круто. Когда сильный дождь, здесь ночевать можно, видите, эти нары, они широкие. Вот, ширина. И здесь могут поместиться спокойно на одной вот этой вот полке 4 человека. Раз, два, три, 4. Ну а тут уже нары такие, чтобы сидеть. Сидеть, я имею в виду отдыхать, а не сидеть. Выходим раз на озеро. Тут слип для катеров сделан. Там еще есть помостик, кладочка такая. А мы сейчас накачаем лодки и в путь.
У всех эхолоты, а ты будешь так мерить? Да, замерно, зато надежно. Ну да. Но заодно посмотри, что там на глубине, когда опустишься. Ну да, где какая рыба, что все. Тут было ясно. Так, лодки оборудованы. Я на свою лодку поставил вот такой вот крепежик. Вот, для телефона. Поставлю его на максимальную яркость. Здесь поставил крепление надежное такое. Вот гибкая палка. Мы ее загибаем в сторону воды. И здесь будет диппер. Он вот может вот так вот перемещаться. Потому что хоть нам и дали в кемпинге карту глубин, лучше все-таки еще ориентироваться по эхолоту. Ну что, погнали. Лодка. Так. Все, дело пошло. Угол пока что поставим широкий. Чувствительность побольше. Все отлично. Ну во. Какая вода прозрачная, офигеть. Ну что, ура! Мы плывем. Прощай, родная гавань. Сейчас до места, до которого мы хотим дойти, пойдем на электромоторе и будем троллить. Ну, чтобы в холостую просто так не плыть. Я буду ловить вот на такой 9-метровый заглублением воблер, а Вася... Василий, покажите, пожалуйста. Покажите рубиновый глаз. Вот на такую колебалку. Ну, с рубинчиком. Ну-ка, где солнышко? Смотрите. Вот как она светится и играет. Красивая, Вась, красивая. Может, дашь половить? Смотрим. Так, ну что, доплыли до местности, где глубина 1-4 метра. Вода прозрачная, офигеть. Ну, на камеру не покажешь, конечно. Костян с батей, с Янчиком ловят. Видон, красота, горы. В общем, сейчас обловим этот залив щучий. Попробуем половить форель на скалах. И потом переберемся на тот берег, попробуем поискать хариуса. Ну, разведка сегодня. Разведочка, разведка. Покажи, как блесна играет под водой. Да. Нифига себе. Вот это да. Красота. Офигеть. Красиво. Так, глубина здесь на нашем диппере показывает 2,7 метра глубина. Каменное дно. Это видно по тому, что оно такое ярко-красное. И местами есть растительность. Сейчас поставлю вот такую щуку. Она примерно 1,60 м, 1,80 м заглубляется. Твичинговая. В принципе, даже по этому заливу на небольшое заглубление можно на воблера троллить, ходить туда-сюда на моторе. Возможно, это будет более результативно. Только нож в борт не втыкай, Вась. Да? Угу. Полчасика ловим, пока не удара. Принимаем решение, где и на что ловить по информации, полученной в фишном в рыбном кемпинге. Надежда вон на Костяна и на Димона. Вода очень прозрачная, 2 метра. Сейчас на солнце 2 метра видно насквозь. Потом, может, опущу камеру под воду. В
кейсе. Посмотрим, как выглядит. Вот. Сейчас решили перекусить. И продолжим. Вот так. Какая прозрачная водичка, давай. Абсолютно. А глубина, если прыгнуть так, как на Даугаве были, когда ты... Полтора метра. Когда ты ловко шмыганул, вот так же будет по сиське. Да. Прошел час, и они все еще без рыбы. Но мы доплыли вот до таких островов. Их пообкидываем. Потом пообкидываем травяной остров. Вот там он находится. Глубина 2 метра. На дипере периодически трава. Ну, в смысле, мы ее и так видим. Вода очень прозрачная. Поднимается трава, и дипер ее тоже рисует. А я там покажу позже. Ну что делать? Продолжаем. Незнакомый водоем. Это нормально. Здесь просто находиться уже кайф. Погода, солнышко. Воздух. Без примеси вообще чего-либо. В горах все зеленое. Машин нету. Ледник. Красота. Ищем рыбу дальше. Вот, смотрите, какая трава. И на дипере тоже трава, такая же самая. Вот она пошла. Мы надеемся в этой траве поискать щуку крупную. Да какую-нибудь хотят найти. Елки зеленые. Ой, на беде. Как там? Одна была, один выход у Яниса. Выход или трава? Выход наверху. Вот здесь. Недавно. Ну или кто-то в воду упал. Ну там килограмм 10, наверное, точно. Да? Серьезно? Я думал, что это кто-то как бобер. На большую блесну, да? Да, она огромная. Наверное, я рядом. У нас ничего пока. Вообще. Вот один выход, а так ни одного удара. Не, ну это было бы интересно. Да? Промазала. Она сверху, не то что там, а сверху. О! Снимаешь? Я не знаю, я снимаю. А как знать, если снимаете или нет? Надо ловить. Ух ты, ничего себе. Янис что-то тащит серьезное. Есть контакт. Вот тут надо ловить, и второй. Мы на яке остались. Ну, Светочку покажет. Ух ты, ничего себе. Она не умеет свечки делать. А может это не щука? Форель? Вот она. Непонятно. Щука. Да. Нифига себе крокодил. Вот это да. Подожди, давай нашим подсакам. Ух ты, ё-моё. Вот это да. Рыбы жареные поедим. Да, еще вытащить. На мой подсак. Так я кину, поймаешь. Лови. О. Вот и солнце не видно. Нет, я думаю, он очень круто. Вот это рыбина. Вот это щука. Ну что, Янис, хотел такую, да? Счастлив? Зачем я брал?
Поднимите, Сергей Анатольевич, если сможете. Вот это красава. Вот это да. С грибами супчик. Вот это да. И уха, и жареха. Ну да. Сломаешь. Лови. Не. Это не забыл. Это не запых. Ну ты можешь ее теперь? Сейчас. Еще раз. Рано, да. Что она просто нокдаун. Да, красавица. Вот так держи. Давай взвесим, весы-то есть. Не отпустите так, что она сейчас Вот это да. Все уже сдохла, да? А, там что-то нет. Все два крючка. Да, оказывается, в середине. Офигеть. Вот такие вот делишки, ребят. Выдрал Янка все-таки. подсак здесь? У тебя щука? Да. Нифига себе. И у Васи щука. Хорошенькая, слушай. На зелененькую, да? Ну, на рубиновый глаз. Опа. Молодец, Василий. А, отцепилась? Отцепилась. Осторожно. Ну вот, и Вася обрыбился. Красавчики. Щука. Зеленый цвет сегодня работает. У Яниса зеленый Big Bait резина, а у Васи зеленая вот такая рубиновая блесна. Ничего себе. Журавли. Баллончик я не брал. Ну, на этом с мотором от медведя уйдем. Ух ты, что там? А, зацеп у него был. Смотри, какой остров красивый, Вась. Даже Смотри, это для совы, для филина. Домик для филина. Вон, этот форелька выпрыгнула, или хариус за мухой, видел? я не видел. А, о. Видишь, прыгает? Да хариус, Вася. Ух ты, блин. Как всандалило. Нету? Не, ну не подсек. Интересно узнать, как там дела у Димы. Сейчас подъедем к нашим. Вон они тут кидают около берега. Спросим, что у них. И в принципе, наверное, надо брать их на буксир. Потому что с Димой договорились в определенный момент встретиться. Берем их на буксир, плывем на противоположный берег. Вот туда. Там есть местечко, где тусит хариус. Ну, должен, по крайней мере. Надо проверить, потому что, ну, на этом озере оно интересное и большое. Хочется проверить, найти все-таки места, где хариус. Поэтому сейчас будем двигаться в сторону лагеря и заедем по дороге в это хариусное местечко. Что у вас? Не поймай ничего. Больше ничего. Две поклевки. Наверное, хариус. А я там закидывал. Хариус, ну, ударил очень сильно на эту вертушку, которую я здесь купил. Да? Мы нашли, где хариус. Там в заветрии много насекомых, и он прям выпрыгивает там, но небольшой. Ну, здесь и небольшой. Небольшой, вот да. На этот ротор они брали. Да. Такие тр-тр-тр. Да, у меня тоже. Но один удар, правда, был хороший. Слушай, что я предлагаю? Давайте я вас возьму на буксир.
Поедем на тот берег, посмотрим хариусное место, которое он нам показал. А потом лодки. Потом едем в лагерь, едем за Димоном. А то время поджимает. Да. Зачем вам веревку? Вон. Ну, Янка, ты, конечно, вытащил зверя. Она какого вытащила? Сырой. Сырой? Нет. Может, с крапом? Готовы? Готово. Ты держать будешь? Что ты не хотел мотануть просто сюда и все? Я не держу. Я не держу. А. Янка, что ты не хотел мотануть? По скорости, как Сергей почти. Не то, чтобы очень быстро идем, но быстрее, чем на веслах. Тут в лесу водопад шумит. Хотел туда лезть. Вон, смотрите, ребят. Видно, не видно. Вон водопад с горы. Представляете? Офигеть, со всего леса, вот с самого верха леса. Вот он идет, вот там по центру экрана. И до самого низа. Вот с такой огромной горы. Представляете, какой он длинный. Это речка. Василий, А я чайку. добрый вечер. Думаю, шлепну-ка я чайку. Горячий. Так, Хотелось Костян, бы что 8. говоришь? 7, то ли 7, то ли 8. Ты, Вася, нет, давай конкретную цифру. 7. 6, Вася. 6 800. 6450. А твои предположения, Алекс? 10. Всего 5 800. 7. 7 14. Подожди. 7 140. 7 140. целых 14 сотых. 140. 7 140. Васину? Сам. А что сразу? Васина кило 100. Кило 140. Ну, не знаю, по виду килограммов 6. 140 кило. Кило 300. Ну, поверни. 7 140. Смотри-ка, Как я- ровно 1,5 килограмма. Нет, не ровно. 530. Кило 530. Ну я же... Слушай, ну нормально. я же Ну, говорил воды, тоже. воды нахлебала по дороге. Я же тоже говорил, что полтораха. Интересно, что она съела. Слушай, ну 7 кг, нормально, семерочка. Так, рыбу взвесили. Сейчас пацаны едут на машине в фиш-лагерь, короче, в кемпинг. Я туда подгоняю лодки. Мы договорились, что лодки мы можем оставлять у них. Потому что мы на лодках будем, скорее всего, на этом озере все время. А так будем там по горам шастать, по речкам, по другим озерцам, на которых нельзя на лодке. А на этом озере мы просто оставим их в фиш-кемпинге. Сейчас я их туда перегоню на моторчике, а они меня на бусе заберут. И мы поедем к Димону, у него там хариусы, раздача хариусов. Не знаю, зачетные есть, нет, но он говорит, сбился со счетов на речке. Вот такую янчику уже за голову не очень удобно было брать, да? Так, ну что, встречаемся в физкемпе. Вон, мужики меня уже ждут.
Ну, крепкое. Но тут плавает у берега. Постепенно наросло. Что ты говоришь? Грибы? Маховики, Мы да? там доберем. Здесь черника есть. Васька говорит, Черника. вон. голубика есть. Голубика овальная ягода. Удлиненная. Да не, черника. Смотри, у нас черника уже в июле прошла, да? Наверное, голубика, да. Северный. Да, да. Голубика, да? Голубика, да. Ну что, Василий, это еще не все, сейчас будет продолжение банкета. Да и насрать. Главное, чтобы аккумулятор не носить. Едем к Димону, ждет нас уже. Получается, 3 места только было, где можно было на нимфу кидать, все остальное просто бурлит. Слушай, ну ты по километров 5 по бурелому прошел где-то. Ну, 4,2 показывает, да. 4,2, да? Ну, тяжелая получилась. Сколько поймал рыбы? Штук 20. Хариус, да? Ну, Но, такие, но 30, надо... 35 сантиметров не было. Нет, таких не было. Просто количество получилось. Как здесь. подсак? Отлично. Ну покажи, как работает. Ну, Опа. на магните. Да, супер. И Да, она обратно сегодня примагнитит. пришлось несколько раз воспользоваться. Такие были как бы упитанные. Да? Угу. Бутылочки? Да, кстати, вот там, где мы вначале высадили вы меня, там сразу не было ничего, потом поворот, и вот начал на этом повороте облавливать на нимфу. И вот, когда первый удар почувствовал, начал уже менять глубину, в какую струю кидать, и вот там как бы пошло дело. А потом дальше решил все-таки проверить. Там один поворот и вот это место, поэтому пришлось только пройти. Ясно. Не видишь? Нет. Как нет? Вот. Где? Вот пальцем показываю. А, лягуха точно. Но она не такого цвета, Вась, как твоя. Это лесная. Жабья. Лесная жабья лягуха. Да. Жабьего типа. Да, тут, конечно, можно... Забрали Диму и решили заехать в одно местечко, где вчера ребята поймали 4-килограммовую ручьевуху. Вот сейчас будем здесь пробовать. Посмотрите, вода идеально прозрачная. Вот там сверху с гор стекает водопад. И вот будем пробовать на спиннинге сейчас ловить. Иду, Вась. Иду с подсаком. Держи. Чуть-чуть фрикцион отпусти. Щука? А, щука у тебя. Ну, я уже
Спасибо. Только не заряди меня. Я думал, форелина здоровая, а у тебя щука. Ну тоже. Держи, держи за ручку. Фу. Слушай. Хорошая щука, Вась. Да. Отлично, молодец. Это уже, блин. Это уже щучина. Молодец. Это, знаешь, прыгающая щука, прямо из подсака. Но этот подсак-то форельный. Ладно, давай мне подсак, Вась. Не нужен он тебе больше. Че? Что? У тебя? Слушай, Вася, ну это 2 килограмма, реально. Ну, может даже 2,5. Красавчик. Что у тебя там? А, покажи. А, маленькая ручевая. Ну, покажи поближе. Снаружи зацепилась. Вот зацепилась, можно сказать. Ай. Цвет такой темный, блин. Где подсак? У меня. А, щука опять. Да. Хорошая щука. Блин, поводок. Заглотила целиком поводок. Не надо. О, какая щучечка. Хорошая щучечка. Голодная на вертушку. Голодная, заглотила очень глубоко. Ох ты, блин, кто там? Не могу поднять. А, щука опять. Щука опять. Блин, размерчик. Вот так вот мы, ребята, ловим форель. Ух ты, блин, чуть не утонул. Щучья форель знаменитая. Так, ладно, начинает темнеть. Пора. Нам уже пора сматывать удочки. Вася сейчас вот отцепит, он там зацепил. Неохота, конечно, отсюда уезжать. Место красивое. Шумит водопад. Такой вот лесок. Абсолютно дикий, нехоженный. Очень красиво. Там за перекатом Дима с Янисом. Они уже идут к нам наверх. Так что закругляемся. Едем. Ну что, жарить рыбу сегодня будем, ребят. Щука свеженькая. А здесь она такая вкусная. Вода насыщена кислородом. Щука наелась форели, хариусов. Соответственно, вкуснотища будет обалденная.
Там такая гряда. Шаг влево, шаг вправо. Можно ушуршать. Ну как сарай был вот этот. Ну что, Васек, что у нас там? Ну, отлично. Ну, по весу, слушай. Ну, по весу больше Янкиной щуки. Хорошая. Хороший улов. А что у тебя, Дим? У меня там на сильном перекате он. Я снял. Как получается. 2 хариуса. Слушай, Форель. Да, форель. Симпатичный хариус. Да. Ну, как бы там, если постараться, и было бы время, можно... Хороший хариус. Можно поискать. Там, видел, перейти на ту сторону в идеале было бы. Там, получается, яма. И... Ну, и вот форель такая. Так, на это, да? Да. Ну да, хорошая. И форель. Ну, форель небольшая. Небольшая, да, ну, что мы тут 30 минут провели, чисто попробовать. Но место неплохое, неплохое. Место неплохое, да. Там, если дальше за этот разлив, ну, сейчас очень разлито. Там, где должны быть луга, да, просто трава. Да, я заметил. Причем на, не знаю, ну, по ощущениям, сантиметров на 60. На 50-60 минимум, потому что все берега, по которым можно было бы идти, они в воде. А здесь берега, ты видел, какие высокие? Ой, Янчик, ты вспотел. Что у тебя? Мелочь только. Хариуса не было? Нет. Ну, у Янчика, видишь, приманка не хариусная. Это тоже добыча? Вот, блин, нифига себе. Вот это подосиновик. Но не червивый? Подожди, Вась, по сравнению с твоей головой. Нифига себе. Больше. Больше Васиной головы. Красота. Пахнет как? Черви здесь местные вкусные. Ребята, спонсором этого выпуска является наша компания, которая занимается производством винтовых свай. А сейчас мы с Янчиком, знаменитейшим Янчиком, находимся на выставке в Финляндии и предлагаем здесь наш продукт клиентам на финском рынке. Я немножко расскажу, пользуясь случаем, что это за продукт и с чем его едят. Производство у нас находится в Латвии, оно сертифицировано по всем европейским стандартам. Сваи, маленькие сваи, выглядят вот так. Эти сваи мы применяем для монтажа террас и небольших каркасных домов. Здесь видно элементы креплений. Применяются эти сваи также для сезонного строительства. Вот, например, вот эта кафешка в Юрмале, она каждую весну мы закручиваем сваи. Ребята собирают каркасную кафешку. И каждую осень эта кафешка демонтируется, сваи выкручиваются, везутся на склад. В случае необходимости сваи покрываются горячим цинком. Сваи применяются для строительства каркасных домов, для строительства модульных домов. Вот на этой фотке видно, как краном домик ставится на брусы, которые установлены на винтовых сваях. Вот такие элементы как раз использованы на этом объекте для крепления брусов. Здесь есть пазик, здесь есть пазик. Если сваи немножко неровно закручены, можно двигать и выставлять оголовок так, как того требует техзадание. Абсолютно разные элементы крепежа разработаны в нашей компании. И это далеко не все, что мы здесь показываем. Разумеется, у нас есть свои конструктора. Одного из них вы прекрасно знаете, да, дядя Никита? Ну да, тот, кто рыбу ловить не умеет. Короче, ребят, к чему это все? Заказывайте у нас продукцию винтовые сваи. Мы станем немножко богаче,
будем чаще ездить на рыбалку и снимать для вас классные киношки. Да, Янчик? Если будет больше работы. Если будет больше... Когда? В какое время? А мы наймем новых работников. Ой, блин. Тогда много заказывайте. Все. Смотрите дальше фильм. Ну скажи. Ну нет. Ну скажи. Ну, если будет, то я не буду вставлять. Нет, Давай. как раз вот ты будешь вставлять, если Ну будет скажи, такое. ссылка в описании. Ссылка в описании. Отлично. Что внутри, неизвестно пока. Сейчас глянем. Вон. Что там? Ничего, голодная была. Это которая в форелевой речке. А, там какая-то форелька есть внутри. Какая-то рыбинка там, наверное, есть. Но не сказать, что обожравшись, да? Только стем нарезка. Наливочку сделаю, сырную, мясную. Салат уже сделал. Оливочки, грибочки оставшиеся. И макароны разогреваю. Вдруг кто захочет. Отлично. Салат пахнет неплохо. Ну что ж, там все свеженькое, с бальзамиком. Слушай, ну это вообще, смотри, какая хорошенькая. Это, наверное, моя. Ту, что я почистил, больше было вот. Да? Да. Та была моя, Вася, это твоя, да, ты прав. Понял? Здесь все судьи куплены. Я самую малую почистил и самую большую из этих. Из этих, которые Да. малые. Да. Которые в садке лежат. Ну что, она сожрала, давай посмотрим. Это которая моя? Твоя. Под мышками ж надо почистить. Может быть, Сейчас модно. гелем для душа ее там маленьким, правильно? Слушай, Молоко. каких-то длинных Вот. вьюнов каких-то она ела. Во-во-во. И в той был вообще длинный такой. И довольно толстый вьюн. Да? Угу. Ух ты, ну, доска тут, я не знаю, что тут с этой доской. Что за рыба? Это Ясь? омуль. Ага. Среднеазиатский степной омуль. Особо опасный? Да, вот у него омулевый, как говорится, омулев оскал. Видишь? Вот. Да. Слушай, смотри, какие зубастые. Зубаны, видишь, какие? Наблюдается кариес. Ну да, вот и видна линия. Вот, ну-ка. Ага. А! Видишь, она. Кусается? Помассируй немножко. Пациенту нужен массаж. Не, видишь, немножко она устала, пока ее тянули. Смотри, как у нее тут плавникища. О. А вот задний, смотри. Офигеть. И она, видишь, короткая. Ну, метра нету. И очень толстая. А какая чешуя? Ну, чистится красота. Ну, давай вдвоем уже тогда. Я меня буду держать. Хвостом. Ну, в принципе, 99 сантиметров. Ну, считай, метровая. Не двигаем. Смотри, какой мессина, да? Красота. Как бы желтоватый или от фонаря Да. такое. Вот это филеха. Оп. Это уже поросячья. Видать, щука не пьющая была, посмотри, какая печень чистая. Ах ты, блин. Чуть-чуть туда утекло. Пьющийся. Посмотри, печеночка.
Ага. Рядом со своей, поближе к себе уже. Она, в принципе, могла бы даже тебя заглотить, голову твою. Вот бы так рыбу чистят. И все, и вот она. Но медведь так и чистит. Ну, медведь так и чистит, да. Ну, не очень-то получается. Подожди, куда ты? А на грибы? Костян, у нас будет уха века. Эту голову поставим, она будет ртом вверх торчать. Ага. Уха-требуха называется. Да хребет-то он какой жирный. Конечно. Хребта-то будет навар вообще шикарный. От чешуи главное его помыть. Первая партия рыбы. Вкусная рыба очень. Скажи скандинавская, вкуснее еще По-скандинавски что ли сказать? Да. Йохин. Знаешь, как назвать? Очень вкусная щука. Как? Очень вкусная щука. Ну я понимаю, что вкусная щука я услышал, а то не услышал. Оля Эйнар Бьерндаль. Я его выкинул. Да? Да. Ложил. Держи, держи! Это нему. 5 секунд считать. 100%. Василий, тебе налить? Да, что? Анатолий, сам нальешь. Замечательный был. Ну что, за наше первое место, Костя. Да. Мы сегодня отличились. Минималист. Минималисты, да. Время за минимальное было. Ну ты даже тебе больше. Я тоже большую часть греб на веслах. Да. А ты ловил все время. Все время ловил. И вот так упорно не поймал. Молодец. Так он силы берег для того, чтобы пожарить это все. Видел, сколько я приманок поменял? Ну, конечно. 2 удочки поменял. Приманки и 2 приманки. 2 утопил? Не, приманок было дофига. И поппером. И пополом. И вопером. Вертушками. И резина маленькая, небольшая. И даже зибейт ничего не смог. А потом я проснулся. Оказывается, просто надо было кидать в воду, а не на берег. Я и поппером, и воблером, а потом я проснулся. А что не мокрые. О, так там чисто голова. Ну там нет, там еще и хребет есть. Ну то есть тут у тебя рыбный суп, а там чисто уха-уха, да? Нет, здесь тоже уха. Тут только печень еще добавлена. А, с печенью? Нифига себе. У нас теперь супа завались. Ну, как тебе сказать, если все это вынуть и выкинуть, там будет бульона вот так. Но зато это будет не такой бульонище. Ну да, солью в одну кастрюлю, будет где-то вот, ну, кастрюлька, там все поедят с удовольствием. Каждый термос наполнен. Как ощущения? Слушай, знаешь как? Хорошо погреться. Ощущение то, что надо, Вася. Не переигрывай. Красота. Ну что, все, вы поперли тогда, да? Пойдем, да, попробуем тут по месту половить. Ну тогда, Димыч, тебе с вас на сковороду хариус сегодня, да? Однозначно. Или здесь, или тогда на том месте. Давайте, ни Достанем. чешуи, ни плавника. Да. Но если на том месте, ты говоришь, хариусы клюют, то давай на том уже стабильно. На том. Да. Там точно клюет. Ну отлично. Еще и Давайте. ты поймаешь. Или я поймаю. Как начинающий рыболов. Ну хорошо. Ну что, доброе утро. У нас сборы. Загружаем спиннинги, палки. Дима с Янкой пошли по речкам бродить.
у них задание поймать хариусов нам на жаренку, чтобы в лесу наконец-то пожарить уже. А мы на озерцо, в котором водится голец, но на котором нельзя на лодках, ну, по крайней мере, на своих. Можно только на тех лодках, которые постоянно находятся на том озере. Но так как у нас на том озере не находятся постоянно лодки, мы будем без лодки. Попробуем, что из этого выйдет. Водится голец на глубине около 9 метров. Не знаю, докинем ли мы до этой глубины с берега. Взяли с собой опять же диппер. Попробуем швырнуть его и посмотреть глубину и рыбу. Не будем тратить время, уже надо выдвигаться. Погнали с нами в лес. Слушай, что ты можешь сказать по этому поводу? А я хочу сказать тебе, я положил 2 чехла специально таким образом, чтобы вот на чехлы спиннинги укладывать. Хорошо, я не об этом. А о чем? Вообще по поводу. По поводу всего этого? Да, что происходит вообще сейчас в мире? Примерно. Каждый час в горах погода может поменяться. Да, в Австралии, например, леса горят. В Германии снег идет. Сегодня. Саня. Вот и думай. Здесь должен быть пропеллер. Вася, обрати внимание. Ну да. Да? Похож? Ну, он и без пропеллера хорошо, у него реактивная тяга надувает. Надувает Вейдерса, да? Ухи с утра как хватанул, так что за пропеллер не переживай. А у тебя низкочастотная или высокочастотная вибрация при форсаже? Смотря как. Она сначала высокочастотная, а потом все меньше. Высокочастотная? Да, меньше. А потом так. На спирту Как? идет. Но это уже чулки разношены, когда совсем. Ну вот мы и пришли на озерцо. Очень красиво. Лесочек такой. Низкорослый. Посмотрите, прозрачность воды. Смотри, сколько мальков в теньке. Ни одного на солнце нету, где солнце попадает. Видишь? Нет. Во-во-во, распугался. А, точно, вон они. Так это гольцы. Маленькие гольцы. Тенек прячется. Да, слушай, какие шустренькие. Да. Слушай, сладкая. Фу, или это не брусника? Такая сладкая какая-то ягода. Смотри, переодевалка есть для... Ты ж купаться собирался. Да. Может, не брусник? Не похоже на бруснику. Уже есть нельзя? Может. Дорога к озеру идет вот по такой вот тропиночке. То есть люди положили на болоте поперечные балочки и положили доски, чтобы удобно было ходить. Вот такой можжевельничек растет. Ну, то есть болото, короче. Горное болото, да. Вот именно такие болота здесь в горах. Они как бы такие, как тазики гранитные. На них впитывается весной выпавший за зиму снег. И потом все лето вытекает в ручьи. Из болот текут ручьи с прозрачной водой. Вот такие вот. Которые впоследствии уже образуют реки, которые впадают уже в озера, а потом из этих озер в другие. Берем шмутки и идем рыбачить.
Мне нравится, Вась. Неплохо. Ну как, прозрачно? Как там глубина? Ну, а пока так. Смотри, как прикольно. Проход. Рыбаки, наверное, проделали, 100%. чтобы пройти легче. Идем через леса, через болото, на речку. Речка через болото течет. Глубокая, почти метр. Прозрачная. Это сделали. Офигеть, какой поход. И какая речка. Вода, да, посмотри. Больше, чем казалось, не? Офигеть. Ну что, круто, да? Да. Если до нее так тяжело добираться, я надеюсь, пресников здесь нет особо. Пробуем. Первые. Хариус. На правильном пути. Да, начало есть. Красотка. Да. Ради прикола. Сколько у нас? Не хватает чуть-чуть. 33-32 сантиметра, да. Плавает дальше. Все, смотри. Еще один. Еще один. Дима опять тащит. Подойти. Смотри. О, красавец. Это зачет. Я тоже подойду. Ну вот он, шведский Хариус. Еще, наверное, не самый крупный. Но точно неплохой. Да. Фух. Хорошенький. А? Хорошенький. Да, работаю, знаешь, Янчик, короче, длинные диагональные забросы. Только они. Интересно, в камере видно? Если так. Смотри, куда? Да тут без нервов можно остаться. Есть, Дим. Наконец-то мне тоже. Есть. Не вижу еще. Да, Хариус. Как же ты уже... Ух ты. Фу.
Вот он. Хорошенький. Очень красивая высота. Сейчас, может, конечно, на донке лучше будет. Смотри, мальки не боятся весны вообще. Они охотники с детства. Метр 70 всего лишь. Метр 90. Не та глубина. Ничего мы там не поймаем. Маловато. Нам надо искать 5, 7, 9. Костян, вы тогда пока готовьте, что вы будете, донки, не донки? Вот, я пойду глубину проверить. Надо найти нужную глубину. Два и 3 метра. 2,9. Вот уже что-то более похожее на глубину. 2,8. Может, имеет смысл дойти до мыса и попробовать проверить там. Ну, ребят, пока что ищу глубину, хожу по берегу, чтобы понять, где дислоцироваться. Смотрите, вот, смотрите. Абсолютно везде вот такие вот маленькие грибочки. Вот. Еще один. Прячутся повсюду. Подосиновички, подберезовички. Смотрите, какой красавчик подосиновик. Спрятался. А там побольше. Грибов просто вагон. Так, ладно, продолжаем щупать дно. Какая-то рыбинка найдена на 2,2 метра. Так, ну что я вам хочу сказать, ребят. На расстояние, на которое я могу закинуть спиннингом с этим тестом диппер, а это порядка 45 метров, может быть 50, глубина не была больше, чем 4 метра. Соответственно, прошел я довольно большой кусок по берегу, около километра. И могу сделать следующий вывод. Мужики пускай сидят там, где и сидели. Глубина примерно там такая же, как здесь. Вот. И нужно ставить в их случае тяжелые грузы. Но они на донке хотят половить. Ходить им тут что Костя, что батя будет тяжеловато. Потому что, как вы понимаете, дороги тут нету. Такое полуболото. Вот, поэтому они поставят тяжелые грузы. На спиннинге поставят лесочные поводочки, крючки. И будут ловить, пробовать на опарыша. А мы с Васей будем ставить тяжелые колебалки.
и бросать на максимальный заброс, щупать уже приманкой глубину. И таким образом сделаем выводы. Докидываем мы до глубины, где может голец находиться, или не докидываем. Если докидываем, идем и обрабатываем по берегу озера в надежде на трофей. Ну, красиво здесь очень, ребят. Сказочно красиво. Посмотрите. Смотрите, какой домик там стоит. Просто сказка. Ну что, Костяныч, ты на бутерброд, да, закинул? 2 червяка и 5 опарышей. На крючочек с длинным цевьем, с таким. А каким еще раз покажи? Таким длинным. А ушко ты не показал. Константин. Александр. Мы покидаем тебя. Возвращайтесь, друзья. Оставайся на дежурстве. Здесь никто не пройдет. Ни рыба, ни лягуха. А мясо? Мясо тоже. Ни Всё. гриб, ни рыба, ни Мы лягуха. погнали. Давай. Перекусили. Поставили катушки с более тонкими шнурами для максимально дальних забросов. И прорываемся сквозь дебри и бурелом. Начнем обследовать озеро и щупать глубину, как я уже и говорил, блеснами. Пока начну вот с такой. Довольно тяжелая блесна, 8 сантиметров, очень далеко летит. Какая старинная, смотри, на таких кованых гвоздях. Прикольная лодка. Нам бы хоть какую сейчас. Пришли на мысочек. Тут такой домик стоит. Чисто мыс, смотрите. Там один залив. Вот такой вот каменный уступ. И там второй залив. Вот. И если бросать на полный заброс, глубина где-то 8 метров. Может быть, сейчас и нащупаем что-то. Может, что-то удастся нам выцепить. А тут недалеко от берега выходы были. На поверхности неизвестно, что за рыба. Может быть, сик. Ну, будем пробовать. Менять приманки, экспериментировать. Попробую вот на такой вот тонущий воблерочек. Ридж Flat 80. Вот он тонет так красивенько, как топор. Зритель нашего канала порекомендовал в магазине. Не знаю, как летит, но играет прям то, что надо. В принципе, летит. Нет. Смотрите, морожка. Ягода. Ты домик видишь? Только что отошли. Да, все вышло. Господин Бадов, ступеньку не сделал? А вот.
такой он. Вот такой. Есть. Спиннинг длинный. Димыч! Да, я то место тебе оставил, я его видел. Я видел то место. Да. Хариус. Хариус, да. Хорошенький. Это место я видел. Не такой большой, но... О, как спуститься? А, наконец, первая форелька. Ц-ц-ц. У меня тоже. Несерьезно. Да. Хариусик. Харященький сипкань, что хариусик. Оп. Такой маленький, что он через сетку ушел. Я хотел снять, как я его отпускаю. Он зараза через сетку вылез. Попалась. Фух. Почему они так делают, а? Идем домой. Ты нас пропустишь? Ну что, звонил Дима. Они с Янисом надолбили хоресов на речке. Молодцы, конечно. Ну, а мы тоже молодцы. Мы, тем не менее, как бы то ни было, хотелось вывести Костю с батей, потому что по речке они вряд ли там по этим дебрям походят. Хотелось посадить их на берег. Думали, может, что-то у нас здесь получится, но не знаем мест, не знаем глубины, не знаем, где искать рыбу. Карт этого озера нету.
карт глубин я имею в виду. Озеро такое, закрытое. Нифига не вычислить, где и что. Ну ладно, по крайней мере, можно делать какие-то выводы. Вполне возможно, что только с лодки на этом озере можно что-то поймать. Добраться до тех глубин, где голец есть. Но мы тоже попадем на речку. Ну а сегодня поедем, пожарим хариусов и съездим на горный перевал. Есть, кстати. Сегодня солнечная погода, дальше будут пасмурные. Хочется посмотреть в хорошую погоду, как выглядит местность с большой высоты. Вот там вытекает из скалы, и прямо изнутри скалы вытекает. Ручей, можешь попить воды, Вась? Ну это я только что пил, уже сколько можно. Вода чистейшая, вкусная, сладенькая. А ты пил из ручья, да? Попей еще. Ну ты куда уже отпился? И так сумма куча. Пузо на бекрень, как говорится. Сыть по горло я. Ну вот, добрались до дома. Сейчас Янис придет с Димой. Красивые у них хариусы. Сейчас они фотки нам прислали. Наслаждаемся последним солнечным деньком. Прям печет. Ночью температура вчера упала до 2 градусов. А днем, ну не знаю, 20-ка сегодня. Потешься. Ого. Слушай, хороший. Хороший, Слушай, ну размер. Нет, не 16. Слушай, ну размер, да. Размер отличный. Да, мы первые начали на перепалку. Посмотри, какой плавники еще, да? Офигеть. Но они здесь, видишь, не толстые, они здесь именно вот такие длинные, прогонистые. Да, здесь видишь, как это. Жизнь заставляет. Очень красиво. Но там есть на чем работать. Вы видели когда-нибудь, как лысый в трусах, рыжий лысый в трусах хариусов чистит? А тебе же ножик еще нужен. Ну, а вы только вываживание сняли или мытарство тоже? Ну, вываживание там. Янчик не знаю, как своих, но я ему сразу давал сигнал определенный. Только мы договорились, какой будет, да? Чтобы никто больше не заподозрил ничего. И он тогда начинал снимать. Ну, какие-то моменты он и так там. А ты феромоны какие-то именно? По феромонам определял, что пора? Да, я так подмышку поднимал. И он сразу на автомате нажимал кнопку. Смотри, икра. Он в январе не рестится. Там только мальков на самом деле. Траву. Что, заражен чем-то? Не-не-не. Так, а какие мальки внутри? Давай посмотрим. Нет малька. То есть он голодный, он только жрать начал, что ли, получается? Да, так получается. У него только камни. А, Не видишь? У него такая как гуза. да. Очень такая твердая. Это камни ему помогают перемалывать. Пусто. А куда мне кишки? Под язык. Нет. Нет? В кусты кидай и все. Да? Подальше, чтобы на ветках не повиснуть. Отправляемся в лес жарить на костре хариусов. Неохота дома сидеть, хочется в лес. Сейчас поедем, пожарим, потом сгоняем на высокогорный перевал. Посмотрим, как вечер выглядит с перевала. Такой красивый. Но у этого рога крошечные. Мы сейчас ячку здесь, да, с большими рогами? Да.
Альбинос. Не. Блин, так едешь на машине. Ну или идешь по лесу с удочкой и вот так вот встречаешь. А они так, ну как бы к ним сильно близко подходить не стоит. Они, я читал, что они довольно-таки агрессивные. Много не надо же огня, да? Ну как, чтобы разгорелось. А потом перекалим сковородку, Сергей Анатольевич. Не, ну она загорится, это а потом притухнет. Нет, сухая. Ну куда, это ж час будет. Так и можешь еще подкладывать потом, когда готовить будет. Да. Я еще принесу пару кубов. Ну, не страшно. В лесу же. Так, надо идти купаться. Скользко. Холоднее, чем на озере еще? Да. Может, не лезть тогда? 9 градусов вода. Залезть проблема. Вылезти как? На четвереньках. Ну да, плыви сразу, наверное. Туда уж по течению не плыви, там понесет по этим построям. Надо было б маску брать, Хариусов бы посмотрел. 5 камень. Вылазь, хорош. Вылезти плохо. Скользко. Костяныч, так ты типа Хариуса не дождешься или что? Или у тебя подготовка? Надо размяться. Разминка. Подготовить желудок надо. Да. Ну, да. Как бы туда, как бы спокойно. Мне кажется, вот там хорошо. Ну что, уже пахнет. Ну ничего, там на сухую муху один раз вышел и на нимфу один раз ударил и все. Ну здесь накладочки попробуй. Нет, я хочу попробовать за поворотом, где мы приезжали, где спокойное место. Когда кушать будем? Хватит такого? Когда присаживайся, раз ты уже принес. Ай да сковорода, Костяныч. Красотища. Ай да сковорода. Представляешь, если яишенку здесь пожарить, большую такую, и одно яйцо вот сюда попадет, то когда будешь его есть, перевернешь, а там
печать производителя. Яичечная. Яичечная. Это получится, если она будет под яйцом, то это будет подяйцевая печать. Ага, течет. Немножечко. Видишь, как сразу прихватывается? Готов? Да. Домашний. Димыч, пойдем завтра в лес, поймаем хариуса. А ты сковородку какую должен нести? Не, приготовим его на костре просто, на палочках. Да. Там, кстати, костер еще, может быть, даже будет дымиться. Да. Сегодня. Шведский семей. Так, в эту черную? Да? Надо было хлеб положить туда, когда жарили. Это, в конце. чтобы в центре лежало в масле. Такая более сочная получилась. Хочешь сковородку взять? Я хочу водичку туда влить. Может, она уже ставится? А как ты ее поставишь с таким пламенем? Да руки вот так вот обгорят. Надо идеально ровно. Я помню. Так она, видишь, центробежная. Сила забивает костер. Ты центробежной силой выливаешь на кроссовки себе. Кроссовки. Че, Костян, едем на перевал? Да. Будем встречать закат на перевале? Зачем? А ужин? Романтика. Закат? Ну да. Давайте встретим на перевале 2 часа до заката. Ну, у нас же рыба почищена. Да. Нам ее только зафритюрить и все. Да. Так что встречаем, смотрим красоту заката. 9:40. Смотрим красоту заката. Димон, какая высота? 937 метров. 937? Да. Ну вот, осталось чуть-чуть доехать
до самой верхней автодорожной точки Швеции. А? О, надо же, смотри. Олень сюда прибрался, на самую гору. Вон он, смотрите. О, пошел. Спрятался за горку, да? А, вон он. Вот такой дикий, блин. Вон, пошел. Ну вот, ребят, мы добрались до самой-самой верхней дороги Швеции. Здесь много туристов. Смотрите, кемперы. Зимой-то, конечно, это выглядит немножко по-другому. Вон люди пьют за столиком винчик. Наблюдают закат, который сейчас уже будет. Для этого и мы приехали сюда. Вон там какой-то камень. Пойдем посмотрим, что это. Вот люди оставляют какие-то надписи о своем визите. Как у нас в Латвии на скалах. Кто-то тут вот может погиб, может еще что-то произошло. Такой вот камень стоит. С портретом. Чувак, а я выпью пиво на самой высокой дороге Швеции. На закате. А я поддержу тебя. Вискариком. Давай. Вот там вдали, вот линия передач идет через перевал. А там вдали огромная гора Келок. Самый южный скандинавский ледник. А там вот вдалеке. Слушай, ну сейчас мы выпьем на самой высокогорной дороге Швеции. Ура! Ура! Это ты внукам будешь рассказывать, Димыч? И представь, это я внукам буду рассказывать. Когда ее снесем гору. Ну, кто ее снесет? Она ж гора. А мы на что? Ты все? Чай попил? Не, пейзаж классный. Это вот та, это Хелок, да? С пиком, да, это может? Посмотри, какая фактура у камня, Димыч. Потрогай, это просто шершавый. О, такой, прикольно, да? Такой. Не-не-не, не шершавый. А, как слушай, язык, знаешь, да? Да, он скользенький такой, красивый очень. Вон, ягоды, смотри. На такой высоте? Да. Тут ягель растет. Ягер? Ягель. Из него ягер делают. Слушай, очень приятно идти, мягенько. Сухо, комфортно, да? Да. Свой вклад. Свой вклад. Ну давай, все, разрушь еще. Он был некачественно построен, Димыч. А можешь как это, в Джангл вот. Вытащить снизу один? Смотри. Ага. Тишина, да? Вообще. Прям, ну. Тишина, тишина.
Оставим память о нас на этой вершине. Сейчас будет красиво. Солнышко сейчас скроется за перевал. Вон оно уже совсем близко. И дальние горы. Здесь на перевале станет темно. А дальние горы, вот те, они будут светиться. Будет очень красивое зрелище. Мы приехали специально посмотреть на него. Смотри, Димыч, какой цвет. Снял, как ты снимаешь. Прикольно. Угу. Ну вот, солнце зашло, и сразу начинает подниматься ветерок на горе. Температура падает. Я думаю, что здесь сегодня будет либо 0, либо минус ночью. Потому что даже у нас в долине сегодня ночью было плюс 2 градуса. Здесь точно будет мороз. И ветер уже становится холодным. Он пока еще не сильный, но уже потихоньку начинает поддувать шею. Ну давай сейчас сделаем 2 положишь и сверху прижмем. Давай тогда вот так сделаем. Во. Да, вот так. И теперь чебурашка. Супер. Смотри, это у нас типа кепочка, морда крокодила, это волоса. А, это вообще Осталось, Снупи. Это Снупи. Осталось нарисовать тут два глаза, это этот робот Валли. А, точно. Давай ему сделаем гребень. Это будет у него фуражка. Да, кстати, мы уберем. Ему не нужна фуражка, поэтому. Не нужна? Нет. Рядом. Если он захочет, он может одеть сам в любой оденет, да. момент. Вот это уха. Вот это уха наша. Норвежская, северная, да. Вот так вот. Уху не едят, а кусают. От этого не ухуе. Ну, я если даже уха на зубах растет. Да. Ничего себе сухарики. Нормальные такие. Ты попробуй, они очень вкусные. Это местные шведские. Это национальное. Ты сейчас будешь есть как бы невкусно, а потом будет становиться вкусно. Завтра, когда есть захочешь. Не по вкусу вкусно, а по сути. Завтра, не, они вкусные очень. Смотри, сейчас вот я переверну. Вот этот кусочек. А, смотри как. Какая. Оп. А там партия уже готова. Как нас учит великий Гордон Рамзи, основное время рыба должна жариться на кожицах. И потом вот буквально на 2 минутки и все. Перевернул и готово. Что читаешь? Майкам? Политику, да. Сегодня какой-то Moonshine Runners.
Добрый вечер. Переводы в полный рот. Но написано было, что бурбон. Я бы сказал одинаково. Как одинаково? Одинаково. Одинаково? Будет рассказывать. Осторожнее, идите под елками. Да-да-да. Понимаешь, Не, смотри, а ты наложишь. Берите воблера. Кариуса снимешь сегодняшнего. Завтра лучше на воблера. Беру только на воблера. Имя, фамилия. Здравствуйте, меня зовут. Вася, а ты завтра что будешь? На что ловить? Я думаю, буду камушки к леске привязывать и закидывать их. Какая разница, ну, что обрывать? Все, ребят, я спать. Яйца были разделены. Между вами что-то произошло. Да. Янчиковые яйца были разделены между Василием и Димой. Потому как он отказался. Нет у него больше яиц. Почему я не участвовал в этой дележке? Долго спишь? Ну, ты не участвовал, потому что у меня На троих, два на троих не делится. Ну? Ну, я бы не сказал, что сильно кислая. Доброго утра всем. Вот этот знак означает, что это приватная собственность, но по законам Швеции каждый рыболов имеет право, ну и не только рыболов, если нужно подобраться к какой-то речке или озеро, ходить через двор прямо можно. Никто не может запретить. То есть тут даже заборов ни у кого нету. Идем мы сегодня с Димой и с Васей на лесную реку. Дима с Янисом там вчера были. Нашли красивый водопад. Хотим половить форель, хариусов. Ну, попытаться это сделать. Маршрут наш будет примерно 11 километров. Да, Дим? 10 копейками, да. Вот. Так что поход нелегкий. Местами будет болото, местами лес, ну местами... Ну вот, где каскадный водопад, там уже просто тропа даже. а там, где водопад, через который не перейти, будет рядом протоптаны тропки. Ну вот это та самая частная территория. Вот сейчас мы через нее пройдем. Вот домик стоит, такой сруб деревянный. Здесь у всех есть вот такие сарайки для дров. Вот снегоходик стоит у ребят. Такой вот домик. Симпатичный. Терраса, посмотрите, у домика. Лишнего, да? Да, у домика террасочка. И вот с таким вот красивым видом на горы и озеро. Вон оно там. И вот такой лесок.
Слушай, Димыч, а что это, боровик? Так и видно, смотри. И рядом еще. Пипец. Ну какой большой. Рядышком еще маленький. А вон еще. Ну это уже подосиновик, Димыч. Нет. Да. Подосиновик оранжевый. Ну подыми. Смотри. Под крышку. Подосиновик. Красавцы, да, такие? Блин. Мы даже прошли. О, смотри, а вон медведь. Смотрите, какой камушек посреди леса стоит. Красавец. А вон ягоды на нем растут. Не знаю, что это за ягода. Съедобная, несъедобная, кто знает. Но их тут прям целый камень. Кстати говоря, эти горы старше, чем Уральские горы на 200 миллионов лет. Поэтому они такие сглаженные. Спустились с горы по лесу. Сейчас идем по такой болотинке. Под ногами хлюпает. Но топи и трясин нету. Это радует. А там тогда елка была, смотри, тоже, да? Ага. Береза в камне выросла. И подберезовик. Ну что, пошли? И под березовик. Это, в данном случае это на березовик, потому что у него корни потом. Нет, это Смотри, тут можно... подберезовик надкаменный. Васек, смотри, ямы. Ну, кидаем мы где-то уже полчасика, пока ничего. Я ловлю вот на такую блесенку, тяжелую, с отгрузкой. Глубина более 3 метров. И все эти 3 метра просто насквозь просвечиваются. Вот такие балконы стоят из камней. Вот. Хариуса в воде видно, но буду пробовать менять приманку. Дима ловит на... Кулусама. Вы поближе. Дима ловит на Кулусама, вот такую вертушку. Тяжеленькая. Ну, аналог Мепса 2-го номера, наверное. Вода прозрачная, поставил флюр. Такой, сантиметров 40. И потом идет плетенка. По японской классификации 0,6 ПЕ. Ага, Димыч. Удар, удар, да. Вон сколько идет, Саня. Вон за вертушкой. За моей? Вон, пошел один, вот там. За моей вертушкой кто-то идет? За моей. Пошли в твою сторону. Сейчас увидишь. Ну вот, был первый удар.
Блин, какой крупный хариус там в воде, я офигею. Вон, гоняется. Хариусов в воде видно много. Но никак его не уговорить. Вода кристальная. Но не берет вообще. Сопровождает, так, ради любопытства. Перепробовал уже штук 5 разных воблеров. Наверное, с десяток вертушек. Зеленые, красные, оранжевые, розовые, серебряные, желтые, маленькие, большие. Колебалок несколько штук перепробовал. 0. Зачем-то интересуется больше за какой-то приманкой. За какой-то вообще не реагирует. Пока непонятно, что происходит. Хариусов в воде много. Стаями ходят. И мелкий, и крупный. Вот мальки. Смотрите, сколько их тут. Мальки хариусов. Целая огромная стая. Так, глубокую часть реки мы прошли, она осталась там. С глубиной 3 метра. Сейчас пошла мелководная часть. Глубина здесь ну, где-то полметра, может чуть больше. Тот участок, который мы сейчас прошли, вчера пацаны уже там поймали крупных хариусов. А сегодня он не берет. Как будто, знаете, типа вчера наелся. Ну что, не будем унывать. Будем искать места, будем искать возможности. Я думаю, что найдем. Ничего у вас? У меня ничего, что у тебя? Ничего вообще. В смысле ударов не было даже? Один удар был и все. Вообще просто сегодня как вон там. Как будто другой день, да? Да, как будто другой день. Там, где он кидает, такая яма офигенная с камнями. Угу. Но, судя по всему, не они там ловят даже первые сегодня, они, может, уже какие-то 5-е, 6-е. Я так предполагаю. Да. Вчера, видишь, рабочий день, совсем все по-другому было. Тресника не было. Непуганная рыба была. А? Непуганная? Да, непуганная рыба. Ну, раз хариус пока не берет, или уже не берет, будем пробовать форель поймать. Вот такая, видите, маленькая личинка ползает. Ну вот, буквально под каждым камнем, который лежит на дне, можно что-то найти. Вот всякие налиплости. Там живут рачки. Вот личинка. Вот личинка, смотрите, поползла.
Это к вопросу о том, что они тут жрут. Например, форельки. Молоть форельки. Тут каждый камень содержит на себе каких-то водных насекомых, ракообразных. Вот и ест малек ее. А малька уже крупная рыба. Так и живут. О, сорвалась. Видели, да? Сорвалась форель у меня. Не подсек. Ну вот идет струя, а там такой как бы затишок. И вот там стояла она, оттуда и выскочила. Здесь тенечек, ей здесь нравится. Вот тем, кто ловит нахлостом, для того, чтобы подобрать нимфу, очень полезно иногда смотреть, какие там таракашки сидят на камнях под водой. Вот на этой речке я поднял 3 камня, и под всеми тремя были маленькие-маленькие личинки-стрекозы. А может, это не личинки-стрекозы, черт его знает, кто это был. Но кто-то был. Надо ловить на что-то похожее на того, кто был. Я 2 штучки достал. Ну, я одну тоже достал, но... Небольшая. Небольшие. Ну, вообще, конечно, флаг полный. Ну, Димыч, это рыбалка, блин. Мы ж видим, сколько тут рыбы, понимаешь? А брать не хочет. О, килограммовая. Да. Да? Вертушка есть у нее? Нет. Такая уже, сантиметров 25. Да. Уже и пожарить можно. Это еще маловато. Ага, хорошая была, Димыч. Видел? Не укололась. Большое такое пусико было белое.
Маленькие, да? Смотри, надо у Янки спросить, он разбирается. Смотри, какой белый. Фух, блин. Свалился, блин. Сломалась коряга. И вторую, за которую держался, тоже сломалась. И спиннинг выкинул. Еле поймал по течению. Пришлось бы за спиннингом нырять следом. Как ты показывал? Ложишься как полотенце, вот так. Вот она моя. Офигеть. Вот она, форелька. Фух. Ну ладно. Чуть-чуть не хватает ей. Ну. Не самая умная форель попалась.
природа, мечта. А рыбы? Да, потому что вчера, именно вчера, да. Ну что, перекусили, отдохнули, набрались сил. Сейчас нам предстоит подниматься вверх, преодолеть этот каскад по тропе. Я полетал дроном, посмотрел, в принципе, через километр по прямой, а по горе, наверное, километра полтора будет разлив. Попробуем в этом разливе половить, раз уж мы так далеко забрались. Солнце уже близится к закату. Наверное, домой мы сегодня вернемся поздно. Интересно, как там у наших дела. Позвонить отсюда не получается, потому что нет зоны. Посмотрите, какая высотища. Вот кажется, что там уже все, здесь метров 70 высота, ну, по крайней мере, на дроне было это видно. И потом немножко ровности, и опять выше и выше. Опять плато, и опять высоко. Когда кажется, что ты вот уже все, подходишь к вершине, оказывается, что за ней еще столько же. А за ней еще столько же, а за ней еще столько же. Димон, сорвалось вместе с вертушкой. Да.
Офигеть, грибочек. О, смотри. Вот это высота, ребята. Вот это высота. Здесь метров 30. Вот он, ребят, дошли. Гляньте только. Какая красота. И там сверху еще один. Сейчас обловим этот, потом пойдем в верхний. Блин, ну совсем оказывается. Вот где есть место, где можно ловить мух. Ну то есть, где раздолье у нее есть. И возможность найти легко пропитание. Она не клюет. То есть клёва нет сегодня по форели. Наверное, из-за ветра. А на этих ступенечках, маленьких окнах на водопаде, у нее там не так легко добыть еду, поэтому она хватает все, что движется. А вот где раздолье, рыба плавает, но не берет. Посмотрите, как красиво. Вот второе озерцо. И сейчас уже будет закат. Солнце скроется за гору. Забрались мы, конечно, очень далеко. А, вот там два камня стоят, пойду под них кину. Динозавр там под водой сидит. Блин, какая же вода прозрачная. Офигеть. О, молодец, подсак. Что там, форелечка? Форелька, да. Ну что, Вась, первая форель у тебя? Ну, молодец. Хоть и маленькая, но все-таки. Да, отпускай. Не забудь поцеловать ее. С почином, так сказать. Да. Отпускай. О, Васьки раздача. Эш, Васька ловкач. Ребята, смотрите, куда мы вышли. Офигеть просто. Посмотрите, какой размер у этого озера. Я представляю, какая тут форель водится, каких размеров. Ну, вообще-то, знаю. Форель здесь водится и по 5, и по 6 килограммов. Ну, так, по крайней мере, такие репорты из этих мест есть, рыболовные. Интересно попасть бы сюда в клевый день. Прошли уже 12 километров мы по болотам, лесам. И
скалам. Но зато вот такое озеро нашли. Обязательно надо проделать этот маршрут снова. Пока что из зачетных рыб одна форелька, мы ее съели. И одна хорошая сорвалась. Не брали с собой еды, потому что думали, что будем есть хариусов. Ну, так как вчера он очень хорошо брал у пацанов. Думали, ну, сегодня каждому по 2, по 3 хариуса. И, в принципе, хорошо поедим. Так что голодные, как собаки. Но, блин, вы только гляньте. Вот в это озеро стекаются масса ручьев с гор. И потом оно и течет туда вниз. По реке, к которой мы шли. Главное выбраться отсюда. Теперь как-то. Неохота весь путь назад проделывать по темноте. Фу, возвращаемся. Озеро нашли. Завтра поедем на лодке. Батя сегодня с Костей поймали 3 щуки и 1 хариуса на озере. Не знаю пока размер. Вот. Возвращаться нам назад 12 километров. Дороги нету. Посмотрели, тут зону ловят. Короче, сейчас будет долгое возвращение. Но зато теперь можно будет идти просто и любоваться уже всеми этими делами в сумерках. Блин, ну как тут не закинуть, Димон? Да. О, есть. Здесь можно прилечь на берегу. Ты можешь прилечь даже. Дай мне тоже маленько отхлебнуть. Мы там был город, мы прошли. С верхнего озера до сюда полчаса мы спускались. Все время спускались вниз, вниз, вниз. Чуть-чуть там поверху прошли по плоскости, а так все время спускались. Еще идти километров до домика, километров 7, а то и 8. Василий, ты говорил, что ты конь. Старый могу подвести кого-нибудь. Слушай, как это здесь оказалось? Тоже зимой на снегоходах. Картошку садить. Солидный плуг. Что тут только они им плужат, если тут камни одни. Здесь ходят местные. Димон там просто в ловушку попал. Стояла мордой в траву, вся форель в берег, да? Да. И там проводку не сделать. Не сделать. Ну вот одна мне взяла, я сразу думал, о, все, я понял, значит, отпустил его, Да. думаю, поймаю еще. Вот, не поймал. Я тоже так обычно Ну вот. думаю, когда иду на Да. рыбалку.
бросаю. В принципе, вот одну эту траву там минут 20 отбрасывал. Потом думал, ну зайду посмотреть, как там. Захожу, просто форель. Да, вот так, там, штук 10. Ну, не берет. Сегодня не брала ничего, только вот на этих ступеньках, где, ну, ступеньки под водопадами, где ей деваться некуда, она голодная. Ну, хорошая такая. Да. Отличная щука. Темная, красивая. Отлично. Хариуса отпустили? Нет. А, тоже? Жарить будем? Где Хариус, Костяныч? Хариус у бати, я ему отдал. Это же его Хариус. А он же съел его? Нет, почему? Там где-то в мешочке, он щуку пока чистит. Ага. Что там? Это капуста тушеная со щукой. Да ладно, блин. Ты разобрал щуку? Угу. Офигеть. Ну как разобрал? Ну просто без косточек. Взял куски, которые без косточек. Типа реберного типа? Ну. Круто. Остальное пожарю. У нас сегодня тоже трудовая рыбалка была. Вы ничего не принесли, да? Одну там съели. Хариуса? Форель. Хариус сегодня вообще не брал, Костя. А у нас вот взял один на том месте, на котором мы останавливались. У меня там щучка взяла. Единственная. Одна поклевка за весь день. Ну тоже восточный ветер херачит. Да. Фу, Хариуса много, видно, вон он идет за вертушкой, ничего не хочет брать. Мы, Костян, сегодня весь день в каждой по бутику одну форельку в лесу съели и все. Ну так мы так же. У нас был один бутик на двоих с Сергеем Анатольевичем. Да? 2 груши и 1 яблоко. Блин, ну сейчас пожалеем. Ну зато пожалеем, да. Вот там у нас из-под жира. Хватит травм. Не жарь ее. А куда ее? Она испортится? Микроволновку можно сделать. Ты что, с ума сошел? Я поставил на большой спиннинг большую вертушку. С первого раза заскакивал. Там, где щуки ловить. А большую какую? Тут. Большую какую? 3-ю, 4-ю? 4-ку. 4-ку? Вешали? Может больше, чем 4. Нет, 4. У меня была 3, у вас 4. Может 5. Думаете? Ну, не знаю. А в рот взял? Полностью заглотил. Заглотил, да. А что нас за небо? Салют, доброе утро, погода пасмурная, но тепло и безветренно. Ну как тепло, 14 градусов, да, Димон, столько? 13. 13? Сегодня мы едем на лодках, а батя с Костей хотят сегодня на берегу ловить на донке. Ну, пробовать ловить на донке. Погнали на озеро. Сейчас кинем диппер, посмотрим глубину, чтобы батя с Костей понимали, куда бросают и что делают. Сейчас поставим на Яниса спин диппер. Он хочет, тут вот есть такая лужа, разливчик. Хочет разок кидануть свой бигбейт, посмотреть, что будет. Подожди, не тяни. Ну что, 5,2, ну 5 метров. Да, давайте посмотрим, может быть, там. 4,8. Довольно быстро поднимается. 4,5. 4,4. Ну, мы сейчас бросили вот сюда, на этот кантик, на 5-метровый. Донками
Если вы кинете на 20 метров дальше, то, Будет 7, да? то будет 10. Ну да. Ну, здесь нормальное место. Тем более здесь в чем бонус? 300 метров отсюда яма 25 метров. Ага. Да. Яма выходит. Вот, смотри. Вот яма 25 метров. Мы сейчас стоим вот здесь. И кидаем вот сюда. Вот, вот эта полоса, это все 5-метровая. Вот. Надо туда кидать, на домике. Не туда вот. Да? На угол, где елочки вот на фоне горы. Вот туда. И оттуда теоретически может, ну, рыба по канту идти. Потому что 5-9 метров это этот, как его, сик. Василий, вот этот черный аккумулятор тогда бери, да? Хорошо, что у нас мотора нет. Не надо пиздец. Вон, ветра там Ну нет. да, и на буксир вот никто этот не залив, возьмет, это правда? Хариус, да? здесь? Очень удобно. В общем, все, мы на озере. Вон наши лодки Между под островом, горой. Да, там. Да, там проходить. Метров там 100. Будем нести сейчас 62 килограмма. И потом зайдем за островками, опять Да. там опять щука, Ага. там уже по ветру надо будет пару раз спуститься. И потом там, где горы, там опять на Хариуса там. Такие планы он тебе расписал, Димон, да? Ожидания реальны, знаешь эти мемы? Да. Потом включимся. Да. Ожидание. А знаешь, зачем они так это обсуждают? было ожидание. Они типа очень важным делом заняты, чтобы паком не тащить. Ну, это было, это ожидание. А реальность будет лодка пробита, сидят двое мокрые. Вот так. Пойти домик посмотреть, что ли? Янчик, а как ты думаешь, тебе понадобится в какой-то момент, чтобы тебя кто-то на буксир взял? Не. Не? Василий, ты все понял, да? Точно. Ты что? Ты ж... Да. Ну, щуку я не хочу чистить. Вася, блин, ты предупреждаешь, чтобы камера была включена. Около самой лодки, да? Самой лодки. Я ж не тащил ее. Ну да. Я около самой лодки. Вот так баловался типа? Нет. Я подтаскивал, уже оставалось тут 3 метра. И она промахнулась. Я слышал, да. Блин, прикольно. Покажи блесну. А то мы тут уже 1,5 часа езжим. Ну да. Помнишь, где покупали? Да. Хорошая. Ну-ка. Аня, щучка. Ты такой говорил? Вот бы ее сейчас на живца поставить, да? Вот такая вот селедочка. На крупные приманки вообще сегодня брать отказываются. Мы уже 2 часа ловим. А вертушку только поставил с первого заброса сразу. Да, Вась.
Ну и небольшая. Бледненько работает. Легенько работает. Небольшая. Ну, такая полторашечка. Полторашечка. Отлично. О, как удачно. Подожди, Василий. Сейчас. Чего дергается? Все ж уже закончилось. Слушай, Вась, хорошие мы с тобой блесны заскочили, взяли, да? У тебя такая же, да? У меня она более красная. Вот, ну, такая же, только вот, с перламутром. Ну да, и по шее. Ну, давай, давай. Опять небольшая, на. Насколько? Настолько. Не надо даже подсак. Не надо, не надо. Или надо? Нет. Так, подстраховать. Ну давай. Да, даже чуть меньше. Ну, можешь, хочешь по башке сразу. Не тряслась. Ну что, как у вас? Хариусы? Большие есть? Один? Насколько большой? А? Нормально большой. Как у вас? У нас 3 щучки. Большие есть? Не. Только щука. Хариус на эту отказывается брать. Может, неправильно предлагаешь? Может, да, проводка неправильная. Медленнее, быстрее. Короче, получилось, мы без диппера же были. Да. Получилось, на свале он стоит. После травы свал начинается. Да. И вот после этой травы, где свал, там он стоял. Но янчика, который покрупнее, этот крупный, он на глубине взял. Ну как Ага. глубина, может там 2,5 метра. Понятно. А ты у дна проводку делал? Да, то спиннер он всегда ну, очень глубоко идет. Я понял. Тейлспиннер это как гогичевская, да? Да, кстати. Ну, конечно, не покупная. Ну, покажешь рыбу? Ух ты, елки зеленые, нифига себе. Слушай, Димыч, ты заметь, он здесь не такой худой, как на речке, он здесь толстенький. Ну, мои худые были, они тоже такие, 35, наверное, да, где-то были. Ну, такие, ну, нормальные, то есть, ну, можно было даже брать. Просто мы решили, что... Вы решили еще поймаете? Ну, мы решили, да, что это, пусть это будут самые маленькие. И в итоге, пока... Такие пока тут тонкие. Димича, есть что-то? Что это? Хариус. Пожалуйста. Ваша рыбка. А что, открыл что-то? Возможно, первый? Может, бросай якорь? Да. О, Хариус. Ну, покажи. О, Димыч, берем. Мечта, что-то еще один. Вот, в общем-то, местечко. Красотка. Один было так еще, это вдруг каким-то образом тут оказался, да, но 2 это уже показатель. Да. Это, в общем-то, наверное, то место. Вот это уже размерчик. Это размер, да. Очень красивый. 45. Больше. А тут нету верхнего лимита в озере. Черный, А, блин. здесь нету? Верхнего нету в озере. Нижний. Черный, А нижний сколько, просто 25? черный.
Так, ну мы ловим уже 4 часа, наверное. У нас все по-прежнему 3 щуки, а у пацанов, у Яниса с Димой штук, наверное, 5-6 хариусов. 2 из которых такие хорошие, очень хорошие. Мы пока ключик к хариусу подобрать не можем. Наверное, в заливчике мы в хариусном находимся сейчас. Вот такой вот заливчик. Вот оттуда. И вот идет. И вот до туда. Там еще есть один заливчик за ним. Там мы тоже пробовали, но у нас с Васей что-то не получается. Понял. Дешманочек зато работает. Ну, хариусу очень важно это. Цена, чтоб недорого, он такой. Говорит, не любит надо подешевле, да? Да, говорит, мне не надо этого дорогого. Выпендривания, говорит. Выпендрежа. Да. Я, говорит, так. Люблю по-простому. Ну, сейчас, вот так и сказал, говорит. Маленько покидай. И тогда будет дело. Чуть-чуть, говорит, надо покидать подольше, да? Ну. И так, говорит, хорошо, вдоль берега так иди. И главное к траве. И капюшон, чтобы был одет. Да, к траве, говорит. Я, говорит, сегодня там. До 4. Видать, раньше закончил сегодня он. Вот такой вот клевый домик нас укрыл сегодня от дождя. Спасибо тем, кто его построил и дал возможность нам погреться. Вот, ну, этого костерка мы высушились, как люди согрелись. Вон мой стул сейчас стоит. Анатолич даже грибы почистил. Вещички вот наши тут валяются. Крыша, вернее дымоход первобытный управляется вот этим рычагом. Ну, не рычаг, палка. 2 гнезда, раз гнездо, 2 гнезда. Если ты возьмешь и переставишь в первое гнездо, если переставишь, то будет маленькая щелочка. А если переставишь в большое, будет большая щелочка. А можешь совсем закрыть, и тогда дым не будет выходить. Ну, в смысле, воздух. Блин! Ух ты, блин, не так уж это и легко. Вот такие куски камней сложены. Их вполне хватает для того, чтобы стоял дом. Правда, через них проходит воздух. Если будет холодно на улице, то... Но зато не задохнетесь, если будете в угарном помещении. Так, пацаны что-то там огромное тянут. Ну чё, показывай. О, нифига себе. Мою вытянул. Ну, 5. У Васи такая разворачивалась, до самой лодки шла. 2 раза. И не догнала? Не. 2 раза пыталась атаковать, и все мимо. Отлично, супер. Вот это да. Вот это да. Как она всандалила. Отлично. Вот это да.
Василий. О, блин. Как она ударила, слушай, я просто вообще как дала. Это твоя, которая тебе нападала. Потому что ты сегодня всех моих вытащил. Точно. У тебя гонится, я в этом месте потом вытаскиваю. Следом притом. Ой, ну что, сам убьешь? Давай, убивай. Ну вот это я уже понимаю. Да, я пока нет. И главное, сегодня у Васи, вот мы в какое-то место приплываем, у него погоня, разворот у лодки. Один раз, второй раз, нифига. Я закидываю, потом уже, спустя какое-то время, в этом месте вылавливаю. То есть ты, Василий, у нас сегодня на заманухах. Заманщик рыбы. Заманщик. Загонщик. Загонщик. Ну, приятная такая щучина. Блин. Красота, блин. Погодка. Ой. Хоть труса. Василий. Только не в меня блесной. Хорошая, что ли? Ну, посмотри. Хорошая. Слушай, действительно хорошая. Бьется там. В меня не целься, блесной. Чуть-чуть вправо бери. Чуть-чуть вправо. О. Слушай, ну гнет она палку, Вась, гнет. Ну, даже не подтащить. Слушай, ну так это вообще крокодил тогда. Встань. Ё-моё, Вася, что у тебя там? Я офигею. А, зацеп? Она завела куда-то тебя. Завела куда-то. Подожди, не дергай, в другую сторону сейчас обойдем мотором. Потому что я же видел, у тебя, ну, билась она. Она билась, да. Может, туда? Сейчас так и сделаем. Билась еще как. Отпусти катушку чуть. Во. Куда-то завела. Ну прямо билась очень у тебя, Вась. Ага. Так, может давай я попробую, Васек? Или будешь пробовать сам? Ну, попробуй. Попробуй, давай, кинь подсак. Ну, мне кажется, все. Ушла, думаю? Ну, завела, в смысле. Сейчас я свой спиннинг уберу. Давай. Куда она там так завела, слушай? Там коряга, наверное, Вась. А, вон там трава. Очень глубоко в траву она зашла. Трава там. Сейчас что-то придумаем. Например? Не боись. О, пошла дальше? Пошла. Держи. Слушай. Подсак. Она не такая большая. Просто завела. Просто она, понимаешь, как было? Она затащила в траву, и ты через траву ее тащил, как будто монстра какого-то. А там видел ковер из травы.
А она в него носом воткнулась, и ты через всю траву. Что ты там тыкаешь? Что тебе? Ну, дай чем шлепнуть ее. Тащил со всей баржей. Со всей баржей тащил. Смотри, сколько ты накосил этой щукой. Понятно. Я тоже думал, что там 8, а ты просто через бурелом ее пер. Так, ребят, ну я свою поймал вот на такой бигбейт. Янис мне подогнал. Ну сколько он? Ну, сантиметров, наверное, близко к 20. А Вася поймал... На шершня. Мы назвали ее шершень. Прикол этой блесны в том, что, ну, во-первых, она летит хорошо. А во-вторых, здесь мелко, высоко трава. И она очень высоко идет. Вась, покажи, как идет она. С бочком. Вот. Она очень высоко идет. То, что для этих мест и нужно. Ну и бигбейт тоже идет очень высоко и хорошо летит. К нему еще, конечно, можно грузики подвешивать дополнительные для того, чтобы заглубить. Но здесь это не надо. Проводки он какой-то особой не требует. Нужно просто крутить. У него мощный хвост. Видите, кончик спиннинга как играет. Вот, очень понравился он щуке. Целиком заглотила. Ну, когда ты, Василий, тащил, было видно, что там 8 у тебя, потому что этот спиннинг очень такой хардовый. 8, а ты там тащил через просто огромное количество травы, она носом упиралась, и он просто тащил, и все тяжелее и тяжелее. Спиннинг дергается, пока просто травы не собралось столько, что просто все встало. Начал уже земной шар понемножку двигать. Поворачиваться. Ну что, она где-то в траве засела сюда. Глубоко в траве. Чувствую тоже. Просто уперлась. Не движется. Смотри, как порезала траву. Ага. Знаешь, что тут происходит? Что? Сил нет. Ага.
Доволен? Еще чуть поборется, да? Хватать. Ну, хорошая, да, Янчик? Фух. Ну что, хватит мучить щук. Поедем за Хариусом. Ё-моё, блин. Монстр, да? А под жабру возьми рукой. Не могу тут. Ну да. Что, кукан не выдержит, думаешь? Потом в лодку закинь. Я не могу веслами никуда уже. Димыч, прикинь, Димон, прикинь тебе бы на этот спиннинг она. Вот это было бы, да. Нет, кстати, можно вытащить, если глубина позволяет. И Мы такую. там покосили. А там всю траву просто травят. Ё-моё. Янка, ё-моё, блин. Вот это рыба. Ну, молодец, поздравляю. Такая рыба, блин, что, серьезно. Слушай, сколько она? Метр? А ты мерил ее хотя бы? Нет, вот на это. А я хотел, Местного я вот этот хотел у тебя попросить. Местного мастера. А? Местного мастера Селгави. Круто. Оскара. Да. Ну, наверное, подсак не нужен. Ты в меня не целься, блесной, Васек. Во. Да, это без подсака бери. Малышка. Здесь ставил? Да. Ну что, у нас штук, наверное, сколько-то там, 8-9 щук. У вас, конечно, размерчик. Слушай, Димыч, Хариус зачет на этот был? Ну да, возьмем. Ага. Ну что, Василий, ты доволен сегодняшней рыбалкой? Нормально. Нормально. Ну что, ребят. Вот улов. Дима отличился. Хрюзочков вот таких вот. Хорошеньких подловил. Прям такие красавчики. А какие паруса тут у них, ну обалдеть просто. Ну это, конечно, вот
Вот моя рука. Смотрите. Сейчас будем взвешивать. Не знаю, сколько она весит. Но один человек столько рыбы поднять, ну, тяжело. Вот, больше 30 килограмм. Стань, Вась, для масштаба. Сойти и стань для масштаба. Ну вот. Вот наш Василий. И вот рыба. Неплохая рыбалочка у нас сегодня получилась. Сейчас будем носить вещи в машину. И поедем уже потихонечку в домик. Красота. Блин, и еще и кто-то хвост кусанул. Как так-то? Крокодил. Кто-то ехать есть. Казалось, эти две большущие, да? Ну, это толщина. О, 8,23. Блин, а подними выше. Вот так десятка. Поверни, покрути. Блин, ну хорошая все равно. Ну хорошая. Но мне казалось, блин, я что-то думал. Да. А сколько тогда моя весит? Не, потому что пузо не толстое. Она не наевшая, совсем куда. Поэтому. Ну, потому что, когда мы фоткались, я когда одной рукой поднял, тогда сразу передумал насчет 12 килограмм. Да? Так, открыть надо. Мне руки грязные. Вот, Вась, для чего помощь там нужна. В духовке сегодня, да, Костян? Угу. А хариуса не хочешь завесить? Который побольше. Сейчас. Который из них побольше, этот, Димич? Наверное. «560 грамм. Не такой большой, слушай, по весу. По весу Какие-то рыбы худые. Не кормит их тут. Василий, ты их завтра покормишь? Ой, что ты, накормим. Сами не доедим, если что. Хорошо покатались. Слушай, Димыч, ну ты нормально, молодец. Добил ты все-таки этих хариусов. Хариузов. Тех знаменитых? Тех самых. Да. Ради них и ехали. Он их папка. Он знает, Хой! где их нычки. Хой! Вареная киви. А это что тогда? Желудочки хариусов? Козьи шарики. Ага. Апельсинчики. Местные. Что ты там дербанишь? Щучка у тебя пошла. Щучка. В соусе терияки. Да что, присоединяйся. Это Янчик тоже щуку. Чистоганом. Василий, а ты прям с Дубаев приехал, да, на рыбалку? Да. Кельвин Кляйн? Но время не было А даже. поодеколонился хоть? Как же. Молодец. Время не было, хорошо. Забежал уже, трусы схватил и поехали. Поехали в Швецию, поехали. Ну поехали. Поехали. Доброе утро, господа. У нас утренняя разминка. Мы сегодня выехали пораньше, чтобы подольше половить. И занимаемся вот чем. Чтоб там борода не намоталась, Вась. Тянешь? Тянет, ну стой, пока не крути. Пока не крути. На тебе жилетку, пробьешь совсем костюм. Взад надо было тащить, может.
колесе домкрат. Еще открутить, Вася? Да, еще. Ну, Димыч, за такие мучения. У них сегодня 20-ка, у нас... 30. У нас 30-ка. 30-ки нам мало. Сколько нам? 45 надо. Только у нас в сантиметрах, у них в килограммах. Не, 45 нам мало. Мало? 46 как минимум. Ну, есть же линия, по которой мерить. Мы ну должны да. понять, что она больше. Ну да. А как я в последний момент одумался насчет белой кофты? Ты ее мог под колени ложить. Кельвин Кляйн? Но, думаю, Так ладно. это из-за нее все проблемы. Думаю, ладно, не буду одевать. Ты единственный, кто что-то новое одел сегодня. Но одумался вовремя. Подумал тоже. На рыбалку, наверное. Я когда первый раз в Гулбаны поехал в гости. Ну, на выходные. На выходные? И уже в дороге, да. Я уже в дороге, только туда, когда мы встретились. А я раньше все время носил только белую одежду. Ну, всю полностью белую. И первый вопрос был, когда меня местный увидел, который меня забирал на машине. Говорит, а ты точно понял, куда мы едем? Я говорю, ну, в смысле, куда, блядь? Он в Гулбаны. Я говорю, ну. Ты уверен? Подкачай немножко домкрат. Насчет белой одежды уверен, говорит? Ну так и получилось. Кстати. На полдороги я уже был грязный, потому что я вывалился из машины. Я хотел показать, как, ну, фильм про Джеки Чана, Знаешь, как что это? можно на ходу запрыгнуть. 3 палки. 3 палки до домкрата, наверное. Чтобы легче было. Рычаг, чтобы больше был. Сюда, конечно, эти палки. Не, ну вы можете продолжать как есть. Что, я буду учить вас тут. Пошел ты к такой-то матери. Нагрузку надо дать и все. Где? Где? Не найдем. Так и не узнаем. Да похер. Ну, Нет, дырка была одна. Здесь камнем может пробито. А может нет. А тут домик стоит. Там все и выяснилось. запомнил что-то? Заскочим в магазинчик, спросим, что тут у них есть шиномонтаж. Нет. Неохота в дороге потом до Латвии оказаться с последним пробитым колесом. Tire Repair Service. Для Янки сказал, он же мало ли не знает, как на английском. Да? Она не знает. Она не знает. Ну вот и все. Сняли колесо, сдаем в сервис. Тут есть сервис для снегоходов, ну и для машин. Вот колесико у них тут. Зимой брал я снегоход здесь, катался на снегоходе по этим горам. Такие вот у них прицепы, они снегоходы возят в таких прицепах огроменных. У прицепов есть сзади откидные лыжи. А, ну вон и снегоход стоит, смотрите. А, это квадроцикл. Ну, зимой здесь снегоходы стоят. С прицепом и все как надо. Тут абсолютно у всех есть снегоходы. Ну и у многих квадроциклы. Сейчас сдаем колесо, едем на рыбалку. Хорошо, сегодня выехали пораньше, так бы уже времени не осталось ловить. Добрались до места. Если мало ли кому интересно, на что я ловить сегодня буду.
Спиннинг Majorcraft, Раутина с тестом до 10 грамм. Shimano Vanford, шнур 0,6 PE, флюрокарбон. Такая вот колебалочка, начну с нее. Поход. Наконец-то поход. Янис, как настрой? Хороший настрой. У меня тоже. Посмотрим новые места. Тропа довольно удобная здесь идет к реке. Поскольку там есть указатель, что здесь какая-то, скользко, какая-то достопримечательность. Через 400 метров. Наверное, очередной водопад какой-то. Сейчас глянем. Сюда ехали по грунтовке, по такой довольно разбитой, что асфальтная дорога закончилась уже 3 километра назад, и она уже дальше никуда не идет, там горы. Но грунтовки есть, серпантины из грунтовочек. Температура плюс 12. Зато не вспотеем. Судя по звуку, понятно, что там за достопримечательность. Послушайте. Явно какой-то бешеный водопад. Идем по горе, по склону. Ну, ребята, красота. Вот там будет форель, и там будет форель, и там будет форель. Пойдем посмотрим, что за форель и какого размера. Ну, в водопаде наверняка небольшая будет. Тут еще вытащил. И одна из следом. А там кидал? Нет, там кидал не было. Может там подольше. Пойдем в какие-то места. Есть. Ну, в общем-то, и дошли. Сейчас покажу речку, как она здесь выглядит. Дошли мы до нее. Вот так она выглядит. Ну что, попробуем.
что-нибудь поймать. Тут, наверное, и хариус есть. Высоковато тут, конечно, но я думаю, что есть. Но, к сожалению, в разливе ничего не было. На водопаде-то она на этих ступеньках голоднющая. Там деваться и некуда, берет все, что попало. Но тут надо ключик подбирать. Может, еще и не поймаем ничего. Но нагуляемся. Гуляемся основательно. Да ладно. Тихо, 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 тихо. Она тут пугливая, слушай. Очень много прошли, ребят. Пока вообще ничего. Ни маленькой, ни крупной никакой. Решили тут на ручеек зайти. Глушь полная, телефоны не берут. Ага. Не видел. Пошли в ручей. Давай обловим. Обловим ручеек. Смотри. Большая, Димыч? Ну, Санечка по 25, но не целая стая. Целая стая. Это хариуса даже. А, хариуса? Серебристая, да. Акеш. Ну, спасибо и на этом, да, Димыч? С пиво? А? С пиво. С меня пиво. Ну все, поплыло дальше, да? Пускай, да. Нашли озеро. Такое маленькое, ну хоть что-то. Это озеро втекает в речку, по которой мы идем. Первая рыба после водопадов. Не крупная, конечно, блин. Но начало есть. Но начало положено. Потеряли Янчика. Идем его искать вверх по реке. Не знаем, с чем связано отсутствие рыбы. Тут было наводнение 3 недели назад. Серьезное. Самое большое за всю историю страны. Такое ощущение, что рыбу вниз смыло. Идем мы сейчас по лесу. И вот, смотрите, сколько здесь можжевельника. Вот это все вереск. Сплошным ковром. Повсюду. Река там. И из-за вереска воздух полностью пропитан этим запахом вересковым. Очень приятный такой. Правда, немножко холодновато. Даже промерзнул. Успел, пока на озере там стояли. Немножко подзадубел. Сейчас идешь, вроде ничего.
Смотри, какое было, судя по всему, наводнение, да? Смотри, какой здесь уровень. Да. И выкинуло какой-то метеостанцию, медиамодем Датчик. с воды. Офигеть. Да. Посмотрим, что там внутри. А ты думаешь, он не рабочий? Ну, не знаю. Ну, наверное, что-то где-то оторвало, видишь? Ну, давай, смотри. С чем-то он соединен же был. Главное, чтобы не рвануло. Так возьми ногой, кольни. Плавающая станция. Ага. Батарейки. Окислилась тут. Да, да. Батарейки, этот самый, плата, антенна. Да, видишь, все уже там. Да, да, да. Офигеть. Может, смыло, Димон, рыбу отсюда вниз? Ну, посмотри. Если такой уровень был, такой уровень. Смотри, деревья повалены. Возможно, это водой и валило там. Самая трудовая твоя форель, да, Димыч? Сегодня, да. Смотри, сколько пройдено, на самом деле. 6,6 километра до этого места. О! Видел? Ага. У меня удар. А у меня вон выпрыгнуло. Ага. О, ну чё, хоть надежда поклевывает. Пока мелкая, но поклевывает. Надеемся, что доберемся куда-то туда, где будет крупная. Осторожно, надо ходить по этим камням, очень скользкие. Посмотрите, ребята. Да даже если вообще не клевало бы, это просто наслаждение визуальное. Посмотрите. Вода падает, и там за скалой течет. Идешь по скале и выискиваешь окна, куда кинуть. Представляете, как ей тут живется? Как нам тут лазить? А? Как нам тут лазить? Как нам тут лазится? Место космос вообще. Поднимай аккуратно.
Выдрал, Димыч, молодец. Выдрал, да. Сегодня вытирается у меня. У тебя, да. Выкидывать? Давай. Сразу под камень. Сейчас еще раз поймаю. Давай. Как из пулемета. Слушай, а на колебалку не берет у меня, Димыч. А может быть здесь вертушка глубже уходит. Чуть глубина. Серьезно. Да, Димон, молодец. Не крупная, но хотя бы, знаешь... Хотя бы пощекотать нервы. Да, забываешь. В таком месте. Забываешь о том, что замерз, промок. Да, да, да. Вертушка? Вертушка, да. Как карасиков. О! Ну вот и нашелся наш Янчик. Пришел он к водопаду. Мы перекусили, повеселели, кончился дождик. Шагаем дальше. 5 часов мы уже в пути. Довольно-таки трудовая рыбалка. Вот вам, ребята, и Швеция. Когда ты без гида и сам ищешь рыбу, то бывают такие ситуации часто. А бывает вот как ребята пошли, Дима с Янисом, у них хариусы хорошие клевали. Я пошел на следующий день, все, с Димой мы не поймали ни одного хариуса. Такая рыбалка. Но вот зато такая природа, ребят. Ради этого мы сюда едем. Сейчас поднимемся чуть-чуть выше. И там будет видно гора с ледником сверху. Середина августа. А на горе лежит снег. Очень красиво. Даже можно гулять без спиннинга. Просто гулять в поход. Любоваться, ну, потрясающей природой. Ну, а если ты идешь по речке, то спиннинг, конечно, брать надо. Чтобы занятие какое-то было. Пусть у нас сегодня нету крупной рыбы, но зато, пусть мелко, но зато ловится на высоте 800 метров над уровнем моря, прямо в каскадах водопада.
балкончиках. Сорвалась. Сорвалась. 2 штуки сорвалась. Да. Ну, что, на разливчик вышли, да? Рыба пошла, крупняк. Манит. 13,4 километра прошли. В принципе, еще километров 6 и метров 500 вверх. И мы будем вот на той снежной горе. Димыч, идем на снежную гору? А? К леднику пойдем? Да. Короче, знаешь, что выясняется? Что? Вот видишь, начинается трава за камнем. Да. Форель в траве вся стоит. Вот как Янчик тоже видел. А только что мы наблюдали, ты, наверное, не докидываешь с того берега. Вон, видишь, она там кормится. Вон, выходы есть постоянно, вот если посмотреть. Ну вот, короче, стоит она там, где трава. Начинается трава, вот там спокойно, видишь, да. Спокойные места. То, в общем-то, где мы должны были сегодня ловить. Да? Ну так пошли ловить. А? Пошли ловить. Так, к нам в 8 Вася приедет. Почему он в 8 приедет? Потому что мы сказали. Мы так сказали, что если не созвонимся, то в 8. Ну давай, тогда у нас есть полчаса, чтобы в 8 быть там по километражу. Мы отошли 13,4 километра по моим часам. У меня 11,5. А, 11,5. Ты раньше поставил, может? Я раньше, да. А? По прямой 5,5. Ну, по прямой, по дороге мы. То есть мы тогда за час придем, давай тогда полчасика обкидаем. Ну, я думал, блин, она вы вон вообще-то там за мной кормится. пойдете, потому что место видно, что такое совсем не похоже на предыдущее. Ну да, не похоже. Без 27. Надо возвращаться. По рыбе слабовато, конечно, но по
красотам нет слов. Если что-то будет по дороге интересно, обязательно сниму. Сейчас надо идти. Вон, пацаны уже ждут. Сними капюшон, Янчик. Дождь идет. Не, еще не фиолетово. Можно идти. Боровичочек какой крепенький. Смотрите, что повстречалось. Избушка с травяной крышей. Вышли мы наконец-то на такую грунтовку. Идти, блин, не знаю, сколько нам идти, потому что зоны нет никакой. Ни интернета нет, ни просто мобильной связи. Ну, по моим часам мы уже промотали 17 километров. Но когда мы были там у моста, с Димой прогулялись еще дальше, побросали. Одна форелька у меня там клюнула, такая покрупнее. Я поставил воблер. И вот в той точке было 13,5 километров. А сейчас 17 километров 200 метров. То есть мы оттуда 3 километра. То есть мы оттуда прошли по лесу 3 километра и вышли на грунтовку. По нашим прикидкам, до того места, где нас мог бы забрать Василий, где можно будет до него дозвониться, еще километра 4 топать. Может быть 5. Включимся позже. Что это, Янчик, такое? Закон. В принципе, в сентябре они тут собирают по горам оленей и убивают. Убивают. Слушай, ну тут территория... Ну, 100 гектар, наверное. Посмотри, необъятно. А это, я так понимаю, они их собирают и вот здесь выпускают туда в загон, да? На каком-то грузовике. Я думаю, здесь как раз грузовик они загружают. Ага, вот смотри, гусеница от снегохода приделана. Вот такая. Вот там загоняют. Да. Те, которые на убой идут сюда. И они их загружают здесь. А каким методом они их убивают? Не имею понятия. В общем, в сентябре приехать на рыбалку, узнать. Мрачновато такое местечко. Но олени-то вкусные, блин. Ну что, 20 часов 1 минута. С Васей мы договаривались на 8. Надо же так, ну, такая халява произошла, что мы так вовремя придем. Или, Дима, что-то тонкий расчет? Ну, у нас же это уже не первый поход. Примерно можем определить, сколько времени он займет путь обратно. А что ты думаешь? Везунчиками. Везунчики. Интересно, что же поймал Вася? Вот если бы не этот шлагбаум, нам не надо было пойти, по крайней мере, пару километров, да? Ну, не пару. 4, 5, 6. 5,5 за турму. Да. Если пару, можно было бы пару раз бегать. Ну что, посмотрим, что там у Васи в кузове. Так. Ё-моё. Ну-ка, посмотри. О, красава. Пакет прогрызла. Хотела сумку. Прогрызла, да. Хотела, наверное, твою блесну там в сумке унюхала. Да. Да. Порвал это колечко золотое. А, даже так? Ну, минуты 3 тягали, да? Больше. Никак. Идет и опять. И на маленькую блесну, да? Ну, это желтую, не маленькая. А Вася на какую поймал?
На резину? На Яниса? Не-не, Ну что, поехали. Как у вас с дождем сегодня? Слушай, ну у нас ливень каждых, наверное, полчаса. Просто ливень. Как и у нас, только нас ливень именно обходил стороной целый день. То слева, то справа. Ну, немножко так. А было видно, что у нас в горах, да? Да, все, чернота, там просто горы то скрывались, ну, в смысле, с озера вид такой был, то нету гор, Да. то появляются горы. Ну вот когда гор не было, у нас был ливень. А когда горы появлялись, у нас просто был дождь. То есть у нас, ну, как бы без дождя у нас было, не знаю, 1,5 часа за весь так день. прикол, что у нас ветер поменялся на озере, не знаю, раз 6, наверное. То туда, то оттуда. И как бы и тучи нас потому и обходили. Ну да. Солнце было времена. Даже? Да. Ну, видишь, Видишь, как размыло сегодня? Ярко было. А там вот, Смотри, вон. Альпаки. Козлы. а впереди там дорогу вымыло так посередине, что под собой приходится брать. Да? Слушай, Вась, ну блин, в таких местах мы бывали. Короче, нам еще километра 4 до ледников оставалось. До ледника. До вечных. Сколько, Димыч, мы километров в итоге маханули сегодня? 17 километров. 17. Мы поставили рекорд. Пешком? Слушай, Утром-то не было? Офигеть. Вот это размыло. Ну, это видно размоено, если не видно. Размоенной невидимки? Да, там такая яма. Сколько? А сейчас надо опустить. 20 грамм. Опусти. И нажми левую кнопочку один. Вот. О, стой. О, давай, поднимай. Пошла струя? Пошла. Ага. Ничего себе. 6200. О, 6240. я так сказал, что шестерка. Да, шестерка. Васина тогда, наверное, 4. Я так и сказал. 10 килограмм общие. Что сразу 4? Больше. А, смотри, 4 780. 700. Да, почти. Ну, Молодец. больше 10 килограмм. Не, ну 2 рыбины, но зато какие, блин. Та была 6. Сколько? 11 кило получается? Ну да. 2 рыбины. Блин, ну толщина солидная, солидная. Нет, слушай, но... Слышь, но... И тут, и тут, ну, правда, много переросших, но и такие попадаются хорошие тоже. Костян, а что это, Хариус? Ну, там на первой линии Хариус, на остальных. Вот. И ну, такой смотрю... Закусь. Ну, тут получится, кто не пьет, тот не ест. А их как минимум 3 из 6. Василий, давай. Сегодня вон Хариус, смотри, выходит то там, то там. Да? Соли нет? Помочимся, если что, там много соли. А покажи вертушку на крокодила. На эту ловил Да. крокодилу. Это будет вертеться. Солидно. Сколько она? 2,5 миллиметра толщина. Сколько она? Грамм 100 весит? Да, на каждых 100 килограмм. Представляешь, как она вертеться будет? Со свистом.
Ни чешуи, ни плавника. Давайте. Давай. Доброе утро, ребята. Всех отвезли. Костю, Батю и Васю мы отвезли сегодня на озеро. Они сегодня на крокодилов. Мы сегодня по речкам, но так, более по-цивилизованному. Не лезем в горы. Вот в тех горах мы вчера были. Далеко-далеко. Такие, что они отсюда выглядят серые. Вот. А сегодня мы по нижним рекам, которые тут соединяют озера друг с другом. Вот остановились сейчас у мостика. Попробуем здесь пару забросиков сделать. И поедем на разливы. Не похоже, что есть Хариус сейчас, да, здесь? Нет выходов вообще. Выхода, да. Хотя бы один был, видите? Да, да. А вон там. Янчик. Какой лагерь тут, ребят. Прикольный, да? Он попался посередине, да? В спине пойдет? Пойдет, да. Погнали? Погнали. Мы оставили автобус в той точке, на которой мы сегодня хотим закончить рыбалку. Это 3,5 километра по дороге. По речке, наверное, получится километров 6 нам, чтобы дойти до этого маршрута. Как думаешь, обычно ж так и выходит? Ну, десятка минимум у нас. Ну сегодня, да, десятку пройдем. Ну что такое десятка, да, Димыч? После вчерашних 17. Ну, по горам. В этом отрезке реки водятся крупные форели. Крупные — это в смысле 2, 3, 4, 5 килограмм. Максимальный рекорд с этой местности 6,2 килограмма. На какую ты сегодня рассчитываешь? Не, ну стоит пока такая у меня вертушка. Это у нас Абу Гарсия. Купил на местной заправке. Но местные плохого не будут предлагать. Ой, что ты? Местные знают, на что ловить. Ну кофе был не очень. Да? Да. Кофе они толку, значит, не знают. Не знают. Будем надеяться, что знают цель приманки. Знают толк в приманках. Толк в приманках, да. Не успели мы пройти 200 метров, как уже хочется закинуть. Тут ручей впадает в нашу реку. Такой симпатичный ручеек. Дима, пользуясь случаем, уже зашел туда подальше. Выглядит там хорошо, да? Но мы не пойдем туда, да, Янис? Как думаешь, если его не звать?
Как думаешь, если его не позвать, сколько он там пробует? А вот что-то есть. Идем? Он надолго там может остаться. Ну давай по забросику. Да? Да. Вот Дима, блин. Коварный. Взял и вытащил рыбу. Смотри, как там будет. Я его здесь вытащил. Вот туда. Кого ты вытащил? Хариуса? Форель? Слушай, посмотри, вода темная. Смотри, с какими классическими латвийскими местами. Смотри. Я вижу, что там водно, но берег. Эта речка похожа больше на латвийскую. Да. Смотри, вода там темная. какой-то перекатик. Ага. Перекатик, как поваленное дерево. А где ты вытащил? А вот здесь, вот напротив этого горба. Ага, удар. Ну кидай. Между веткой и горбом. Ага. Мелкая, сорвалась. Витамин С для восстановления после походов. Ну, слушай, вкусно. Очень вкусно. Как-то интересно, почему на севере она так вызревает, да? Она реально не горькая, не кислая. Вообще. А можно еще с черникой смешать. Со спиртом, да, Димыч? Ну, сделать настойку быстро. Смотри, какая гроздь прям. Ну, на одном кусте. Ну ешь с кустом вместе. Чик легко срывается, смотри. Ну, да. Красота. Дошли до места. Выходим на реку. Такая полутропа вытоптана. Идти удобно, комфортно. Для мяса на костре. Стейки да? делать на Но костре. я думаю, там поближе к бусу. Ну, прикольно, возьмем. да? Очень прикольно. Одной и той же толщины со всех сторон. Да. Можешь потолще взять. А кинь его, он кольнется, не кольнется. Нет, смотри. Довольно крепкий. Но тут уже речка. Я бы даже сказал, речища. Пробуем. Здесь и водится большая форель. Не знаю, кто это, но кто-то есть. Вот на такую мандулу взяла, представляете? Меньше блесны рыба. Намного я уже попробовал на этом перекате. На вертушке разных цветов. Вот это вот барахло поставил. Блин, взяла. Вот так она играет. В струе. Взяла в струе. Единственное, она тяжелая, летит довольно далеко. Это мандула. Ну чё? Приманка найдена. Осталось найти крупную форель. И вот интересно, или это приманка, или заброс получился удачный. Вот если это заброс удачный, а приманка не очень, то, блин, сейчас я обречен ловить на нее, по крайней мере, полчаса.
Что за гриб, кто-то знает? Такой фиолетовый, никогда не видел. Ну что, Дим? Пока ничего. На разных приманках, на ударах. Вот за тот камень зацепил блесну. Не знаю, как до туда дойти. Попробую со спиннингом пройти там по перекату. Выйти. Блин, надо ж так. Кидал просто за камень, там такое завихрение. Был у меня удар там. И вот один раз думал немножко перекинуть, а перекинул дальше, не попал. Пойду пробовать отцеплять. Хорошая вертушка. Удалось отцепить, отстрелить. Фу, отлично. Не хотелось бы там по этим бурунам шастать. Хорошая просто блесна. Нет такой второй больше у меня. Вот там за камнем взяла. Запарился. Не берет, или не умею, или не знаю как здесь, на этих реках. Вот, пришел я на разлив, в котором хотел заканчивать маршрут. Попробую здесь половить. По крайней мере, здесь уже рядом с машиной. И можно хорошенько обработать. Залив большой. И уже не надо будет никуда спешить, думать о том, что еще кусок целый идти. Вот красота. Залив образуется после длинного переката. И вот такой вот заливчик, в котором должна быть рыба. Откуда ты взялась такая? Откуда ты такая взялась, подружка? Без рыбы. Рыбы странно. Говорят, тут ее много. А пацак не поймал. Да. Сколько металлической пили. Песка металлического. Полчаса кидал. Пробовал разные приманки. Результатов 0. У пацанов то же самое. Дима поймал одного окуня небольшого. Янка нашел челюсть форели. Они пришли уже к машине, подбивают
поехать на какую-то другую речку. В лодке у Бати с Васей и с Костей тоже нифига. 2 выхода, причем без хвата. Так, буруны. Такой день, наверное, сегодня. У нас слабо. Ничего, да? 2 хариуса, 4 окуня. 4 окуня. А у меня здесь одна щучка маленькая. Максимально вот такой размер был. Угу. Но тем не менее окунь. По отчетам последние дни вообще никто здесь окуня не ловил. Ну. Только латвийские рыбаки. Ну что там за мостом, Димыч? Вообще ничего. Тишина. Попробуй тут что-то плескалось, не Когда? уноси. Ну вот только что. Не уноси, перекусим, посмотрим на реку. А есть что перекусывать? Сейчас будет. Вот там выходы были. Вон, выход только что был, Димыч. Вижу, да. Видел? Так что, можете в травку в эту зайти, прибрежную. Из травки перпендикулярно уже и бросай. Сейчас как мочканем. Как он тебя завидует, да? Угу. Смотри, воды как много до кустов. Знаешь, наверное, как сделаю? 2 слоя. Подожди, у нас... По одной на десерт. По одной на десерт? Да. Ну, как раз можешь делать. А почему тогда у нас 3 куска осталось? Ты один взял, что ли? 2. Ладно. Мы тогда сделаем вот так. Какое-то странное, 7 кусков, да? Где это видно, чтобы 7 кусков? Нечетное число. Клали в коробку, в ростбиф особенно. Только в Швеции, наверное. Холодный ветер стал, да? Не хотят брать эту приманку. Диана ловила, там на повороте стоят 2 камня. А? Ну, видишь, она знает место. Один день мимо проезжала, остановилась. Другой день. Трудовая вообще у нас рыбалка в этот раз. У меня здесь такое шоу получается. Я сижу, обедаю и наблюдаю, как Димыч ловит. И переживаю, болею за него, чтобы у него поймалось. Мне тогда будет интереснее обедать. Я сам за себя переживаю. О, видел, да. Только что выход у Димы был на нахлост.
Ты на сухую, да? А? На сухую? Да. Вроде такой не маленький был. Хороший был, да? Есть. Есть, отлично. Бля, хороший. Я вижу. Я без подсака, правда. Сейчас принесу. Ох ты, красавчик. Или возьмешь рукой. Хороший. Красава. Блин, какой, офигеть. Димыч, не упусти его, нам его надо съесть. Офигеть. Класс. Молодец. Молодец. Хариус, Сань, сам знаешь, стайная рыба. Фу. Слушай, какой он черный. Здесь темный он, да, вода. Так, смотри, темная. палку осторожней по кустам. Прижал к груди, как родного. Да. Без подсака. Слушай, ну, красава. Черный такой, блин. Как в том видосе, который я тебе посылал. Ну, блин, сильная рыба. Смотри. Офигеть. Красавец. Ну, не такой большой, как на озере в этом. А смотри, это самый плавник какой. Более ровный. Ровный, да. Фух. Молодец. Так, по шведским законам надо его сразу умертвить. Да. Ну что, сегодня вечером у нас тогда... Может быть, это не уже последний? Сегодня вечером у нас как минимум уже 3 хариуса, а не 2. 2 в холодосе есть еще. С Да. озера, которые... Сейчас возьму подсак еще. Поблестеть чуть-чуть. Очень красивый, темный. Может, на свет его? Смотри, на свет. Красавец. Видел, я же бутерброд не доел. Побежал. Ну и тебе спасибо, да. Слушай, ну я заснял все, даже поклевку. Понимаешь? Янке скажи, что вот на этот воблер выше моста, да? Ну что, Янчик, как ты? Щука взяла. Да? Вытащил? Не, пока включал камеру, она ушла. А я хариуса взял. Вот на это. Выше моста. На повороте, где-то баба ловила. Да. Где он, Димыч? Ну покажи. О, смотри. А? Хороший? Что, мы здесь тогда оставим? А? Здесь не кидай, здесь Димыч нахлостом ловит, Янис. Выше моста иди. Мне кажется, Димыч там нахвостом не ловит. Где? Другим занимается. Ладно, шутка. Это нахлостом Димыч поймал. Да? Да. На спиннинг я пробовал. Сейчас вот поем, пойду опять. Просто сейчас давай пугать ему не будет. У него было из 4 забросов 2 выхода, один из которых взял. Там тоже плескается, вот за этим домиком я заходил. Это где вот этот заливчик? Там за этим, не, заливчики нет. Там за этим домиком там камни, там норма, можно зайти метров 10, наверное, от берега нормально. И там вокруг плескается. Так, ребят, что я сделал? Я взял вертушку. Она у меня на флюрике. Дальше у меня вот такой отводной поводочек сделан. И на нем я повесил нимфу, которая тут типа в топе. Вот такая моделька. Ну, по крайней мере, так нам сказали. Попробуем так. Я не знаю, так вообще ловит, кто-то не ловит. Но, блин, у Димы нахлост работает. Понятно, что сухую мушку так не получится установить, но мокрую нимфу почему нет? Я бы съел. Пойдем пробовать. Димыч, я на нимфу, на отводном поводке. А на нимфу?
А на нимфу. Особо не путается даже, нифига себе. Ну, в общем, нас пинет не хочет, у Димы на нахлыст поклевывает. Мы его здесь оставляем, поедем с Янчиком на лодке. Пару часиков побросаем недалеко от фиш-кэмпа. Может быть, там вечерний хариус придет к нам в гости. Может быть, надо мушку тебе из бороды сделать? Какую-нибудь Red Tag. Ну что, лодочка, соскучилась наша? Соскучилась наша муча? Поедем сейчас, покатаемся пару часиков вечерком. Гладь на озере, красота, тишина. Плотва. Вот бы наши сейчас удивились, да? Мы из-за острова выплываем с ультралайтами, крокодилом. Я бы не отказался пятерочку потягать на ультралайт. Не, это хариус, Янис. Только что видел, да? Вот там вот выход был. Есть. На что взял? На муху или на блесну? Смотри, на блесну взял. Как ты думаешь, муха повлияла на это? Я знаю, что-то на муху не возьму. Ну что, дядя Янис, это мне нравится. Хоть и маленький, но это хариус. И значит, вертушка это работает на него здесь. Это в Латвии я на нее первого своего хариуса поймал. А? Да. Вон, смотри, какой выход большой. Такая, ну, булькнул так булькнул. Слушай, ударил, главное, ничего так, знаешь. Вон опять кормится, смотри. Ну на. Бей, атакуй. Ну на дальнем забросе взял. Далеко от лодки. Чисто, знаешь, у нас люди приезжают вечерком окуня половить на пару часиков, да? А мы тут приехали хариусов половить на пару часиков. Был бы у нас красная лодка, сейчас, конечно, лучше бы доплыли до туда, раз он сейчас активный. Там поинтересней, там, где поглубже, не? Предлагаю плыть туда, где поглубже. Полпути я, а ты обкидываешь. Полпути ты, и я обкидываю, да? Ну, чтобы хоть кто-то один ловил.
Ну что у вас? В смысле 0? Я только что хариуса поймал. А щука в такую погоду не мы подняли. Как только приехали, 2 удара, 3. Куда вы поплыли? На хариуса? Идем туда и спускаемся по ветру. На. Как вы успели заметить, мы встретили наших и поменялись лодками, потому что они закончили рыбалку. И нам с мотором немножко удобней, чем на веслах. Идем на хариуса. Твой последний день на лодке, да? Да. А я еще завтра. Завтра еще до обеда есть время. Потом нам нужно убираться в домике, готовиться к отъезду. Я еще завтра половлю на лодочке. Так что, может, еще будет крокодил. А сегодня вот у них ничего вообще. 2 выхода и ни одной щуки. Нет клёва. То тучи, то солнце, то тучи, то солнце. Вот крутит над горами все время что-то. Там солнце, там опять тучи. Нестабильная погода, короче. Ветер постоянно меняется. Нету клёва. Люди скажут, приехали в Швецию, рыбы не наловили. Ну, зато посмотрели красоту, отдохнули. Ну, в смысле, замучились, конечно, отдыхать, но впечатлений, блин, особенно от горных походов. Есть. Что-то маленькое. Маленький хариус или сик? Маленький псих. Не особо-то. Идет бревном. А нет. А, трава у тебя была. Это хариус. Давай, пацак. Вот это да. Ух ты, блин, круто. Слушай. Нет, все. Не, бери весь подсак. Бери весь подсак. Блин, как он ударил, Янчик. Не знаю. Это тоже длиннее, чем тут ловили. Как он ударил, блин. Слушай, это все-таки вертушечка моя. Видишь, это она дешевая, но работает. Хариусная, да. Хариус. Блин, его не удержать. Офигеть, да? Просто офигеть можно. Но... Знаешь, как... О, ушел. Если можешь к мотору подтянуть, подтяни. Там камера сейчас. Но с другой стороны не надо. О, я без подсака бери, отпускать надо. Ну, заходи. Венский размер, Янчик, да? Окушок, это не окунь, да? Теперь его достанешь. В подсак положи. О. Ну что? Так, что у нас по 2 штуки, да? За час. Не так и плохо. Так, ну сегодня мы отрыбачились. Сейчас возвращаемся в лагерь. Вася нас заберет. Спросим, что там. Узнаем, что там у Димы было с нахлостом. Они его поехали забрали. Вот. Сейчас идем на дорожку. Ну, чтоб не в холостую, а на дорожку. На хариуса на дорожку. Вот. Очень сильный удар был у меня. Не засекся. Наверное, за лепесток.
В общем, завтра Янис пойдет на озеро на полденечка, а я поеду сюда хариусов, попробую половить. Так что интересно, что будет завтра. Последний день. Я на хариуса, Янис на озеро на форель, да? Что там будет? А что будет Дима делать, не знаю. Батя, Вася и Костя завтра на рыбалку не хотят. Будут уже, наверное, в домике отдыхать. А я хочу. Я хочу. Мы хотим. Так, всех закинули домой. Едем с Васей на перевал. Будем дроном. Пугать оленей. Дроном охотиться на оленей. Дроновая охота. Дрохота. Дрохота у нас. Вот, приезжаем, вот. Кемперы. Люди встретили закат. А мы сейчас будем смотреть оленей через дрон. Ну и вы тоже будете это видеть. Блин, Васек, вот это кемпер, посмотри, да? Вот на таких кемперах тут ребята отдыхают по красоте. Ну что, погнали? Закат уже свершился. Не дождался хариуса. Дождался. Дождался. Я как раз со вчера грязную посуду мою. Нашлись какие-то свиньи. Проверяем масло. Знакомые мушки есть? Ну, здесь стримера. Вот смотри, тут еще для троллинга, видишь, эти отводные. Доброе утро. Последнее утро. Идем на рыбалку с Димой. Сегодня хотим попробовать половить хариуса. Посмотрели вчера мы массу видосов. Дима посмотрел с этого места. Посмотрели, как должны выглядеть речки. В общем, вода в реках и озерах должна быть в 2 раза уровень ниже, ну, по крайней мере в речках. Почти везде их можно перейти. Поэтому у нас так с форелью, видимо, и не залазилось, что уровень, ну кто форель ловит, знает, что если уровень очень высокий, то поймать что-то проблематично. Ну что, загружаемся в лодку и погнали. Ах, красота, да, Димыч?
есть, взял, блин, Димыч. Ну что ж ты? Чисто утопил он всю муху, Димон. Малыш. Ну, тоже ничего. С почином. Да. Блять, размер только не тот. Погодка радует. Только что поймали хрюзенка маленького. Дима поймал нахлостом. Причем недалеко от тех мест, где мы ту щуку ловили. Сейчас Дима накидается и поедем полчасика-часик еще половим. Попробуем щуку поймать на бигбейты, на большую резину. Спасибо горам за это прекрасное утро. Что нет дождя сегодня. Классная погодка. Тишина, гладь, да, Димыч? Кайф просто, просто кайф находиться в лодке и смотреть на эти горы. И вдыхать запах можжевельника и горного леса. А на заднем фоне шумит водопад. Там в лесу. Щука, что ли? Не хариус. Хариус бы... Щука. А у меня флюрокарбон стоит. Ну, прыгать будешь? А, она в шоке, я ее за язык поймал. Давай. Слушай, взяла грамотно. Флюрик не пострадал. Ну да. Он и делает. Димыч, я благодарен ей за сегодня. Отпущу. Ну, поцеловать не забудь. Давай, пошла. Ну, как она красиво там на дне встала, смотри. И почти не видно ее, Димыч. Представляешь? Наверх не выходит. Не выходит наверх. Может, он здесь малька ест. О, блин, какой удар, Димыч. Я что же удар делал? Офигеть. А что, быстро несет? Ничего не сделалось? Не, ничего не сделаешь. Удар хороший. Я, Димыч, в окна пару забросиков сделать. К Дмитрию Нагиеву, да.
Давай заплывем сразу туда. Распугаем тут лопуховых. Это такая, знаешь, А? щука такая стоит. Знаешь, как она такая? Подруливает хвостом. Ждет, когда же будет. Когда же парни приедут? Когда же меня выловят уже? Никому это не отдавало. Ну, Димыч, давай первый заброс сделай, потом я бигбейт туда швырну. Не туда, вон. Смотри, как удобно сейчас тебе было бы. Угу. Ну что ты? А? Сейчас бы тут было интересно потаскать ее. Ну, похоже, пару забросов, надо переезжать отсюда. Может быть, и щуки здесь тоже не очень нравятся. Течки нету, знаешь. Рыбы нету. Ну, как-то странно, как у нас на водоеме, в таких местах тут Все только и кидают. все в мальке должно быть. Кто-нибудь когда-нибудь в жизни видел такую вертушку? Ё-моё, Димыч, офигеть, не? Она еще и крутится. Если она вертушка. Но муха попала ровно в то место. Мог бы добрать, да? О! Ну мелкий такой же, блин. Тем не менее он взял. Да, тем не менее. Работаем на всплеск. Как жереха. Дальше. Мелкий. Туда закинь. Закинешь? Туда? Да, где плес был. Место тоже должно чувствовать. Угу. Ну, сейчас-то будет. Как они громко кричат.
Слушай, Димыч, тут такая прозрачная вода, что здесь он очень хорошо видит, что за тип мухи ты закидываешь. Я бы все-таки поставил этого маленького комарика, которого я здесь купил. Блин, тут это мне леска толстоватая, я не взял там. Смотри, это вообще не реагирует. Надо найти. Так аппетитно лежит эта муха, да? Угу. Не, ну хоть один-то найдется, который поднимет. Потому что тут тоже один тут выходил, что 2 раза. Ну да. Дерево упало у меня. Да, ударчик был. Мелкий, да. Такое ощущение, что он ее просто топит. Потому что она пиздата сейчас уплывает без этой, без усов. Угу. Вот это просто провоцирует. Вон, Димыч, Есть. Есть, отлично. Ну да, по выходу видно, что совсем. Слушай, это сик, что ли? Не? Хариус? Не, маленький хариус. Маленький, но бойкий. Да закинь вот под эту. Да, я увидел, да. И смотри, на активную муху, да, надо, чтобы плыла она. Ну, без разводов. Ну, подыграть чуть-чуть. Без разводов. Ага. Угу. Так упало, мог бы сразу, да? Угу. Слушай, ну хорошая, Димыч. Хорошая. Ну, выглядела как хариус на 2 килограмма, а оказалась щука 1,5. О. О. Он и хариус подходит. Угу. Ну давай тогда, все, вытягивай. Берем. А? Берем. Шука. Фух, шука. Шука есть. Так, ну что, ребята, лодочка помыта, убрана в бусик. Сейчас заехали на местечко, где Дима вчера хариуса взял. Покушаем за столиком, посидим, попрощаемся с речкой. Поедем домой, посмотрим, что сегодня у Яниса, какой результат. Он ходил на озеро. Хорошо тут было. Хоть и безрыбно, но отдых был очень классный. Много впечатлений оставили походы. Много удовольствия доставили крупные щуки. Озеро красиво. На озере очень много хариуса. Тут он вместо окуня. Это основная такая здесь
рыба, у него даже поведение такое, как у окуня. Но попали мы в момент, как это бывает на рыбалке, когда, ну, такого прям жора нету. Плюс в реках огромное количество воды, которой быть не должно. Ладно, пойдем перекусим и поедем к Янчику смотреть, что у него.